Всем привет, ребят. Привет, первый Дзё. Привет, игрок. Так. Смотрим, что у нас тут есть. Какая-то калибровка. Это все не нужно. Графоний, назначение. Что по клавишам у нас? Идти. Идти. На левом контроле. Так, карта быстрая, ну это понятно, стрелять. Самое главное, что стрелять, это левая кнопка, да. Ближний бой. Рассказывайте, как ваши выходные прошли. Так, убрать оружие. Все то же самое, кстати. Последнее оружие на Иксе. Приказать построиться. На С теперь. Точно там же. Приказ атаковать. Пробел. Теперь прыгнуть на... Прыгнуть есть. Лол. А взаимодействие где у нас теперь? Использовать в укрытии бег. То есть они все на одну кнопку запихали. Молодцы. Так, установить мину. Правая кнопка, покинуть систему. То же самое, короче. В основном. Единственное, что изменили, добавили функционал. Так, новая игра. Перенос персонажа, конечно. Перенести. Еще было, не начал создавать. Так, сложность боя обычная. Субтитры включены. Включено. Автосохранение включено. Автораспределение, главное, выключено. Нафиг мне это не нужно. Так. Что это такое? Это то, что у нас психологический профиль. Герой. Состояние Рекса выжил. Аленка погиб. Совет был спасен. Место в совете. Капитан Андерсон. Да, все правильно. Наше сохранение. Так, что у вас? Так. Скучно выходные прошли. Почему? Дзё проспала вот выходной. Владимир спойлерит себе вторую часть. Ну что? Смотрим самый крутейший, один из самых крутейших роликов. Или он позже? Нет, он позже несколько. Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth. And still it's not enough. Миранда. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to Кто us. хотел бы такой модный комбинезончик, как у Миранды? The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow him. He's a hero, a bloody icon. But he's just one man. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose him. И глаза голубые. После опустошительной атаки гетов на Цитадель прошел месяц. Галактическое сообщество стремительно восстанавливается. Альянс пожертвовал своим флотом ради спасения Совета и получил место в этой престижной организации. Совет вынужден был отреагировать на подтверждение того, что жнецы и гигантские машины, уничтожающие все органические цивилизации раз в 50 тысяч лет... Вообще, вот начало, я помню, я это 4-й раз смотрю начало. Насколько же здесь все круто. Ftl drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time.
4 days searching up and down. О, это наш штурман Пресли. Found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now Крейсер. intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Presley! Kinetic barriers down! Multiple hull breaches! Weapons offline! Somebody get that fire out! Это Эшли. Shepard! Distress beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? The Alliance won't abandon us. We just need to hold on. Get everyone onto the escape Joker's shuttle. still in the cockpit. He won't abandon ship. I'm not leaving either. I need you to get the crew onto the evac shuttle. I'll take care of Joker. Commander, Ashley, go. Now. aye aye. Everybody in. Go, go, go! А вот почему она погибла? А потому что она не соблюдала технику безопасности в космосе, ходила без скафандра по кораблю. Привет, Маша. Невероятно хорошо просто сделано. Mayday! 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 This is SSV Normandy! Наша старая Нормандия. We've suffered heavy damage from an unknown enemy. Come on, baby, hold Прям он идешь. together. И вот он драс космос. Смотрите. Насколько же это круто. Вот что-то подобное будет в новом Сталкере. Там почти такой же есть момент. Они явно отсюда позаимствовали. И вот мы идем, да, и можем подвигать это. Все, невесомость. Безвоздушное пространство, и вот только щит держит кабину пилота. И за нашей спиной вот это. Вот мы дошли. Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy! I can still save her! The Normandy's lost. Going down with the ship won't change that. Yeah, okay. Help me up. They're coming around for another attack! Мы и так уже падаем на планету, и нас добивают просто. Нормально. Watch the arm! И мы отстреливаем Джокера, последняя спасательная капсула, и погибаем в космосе вместе с Нормандией. На этом игра окончена. Спасибо всем, кто был на стриме. Завтра продолжим стримить 3-ю часть.
страшная смерть. Задохнуться, по большому счету. Но в данном случае капитан с корабля и не уходит. Корабль ушел от корабля. И все. И вот Шепард задохнулся и сгорел в атмосфере. Такие дела. Нормально, да? Just another routine mission. Это для тех, кто пропустил первый стрим. Of course it's routine. You haven't done anything yet. It's everything that happens along the way. The choices you make, the paths you choose, that turn the routine into anything but. Of course, that's how it started. A routine mission, answering a distress call. And look where that got me. We were testing out the Normandy, Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked. They'd seen something they couldn't explain. And whatever it was massive. I hit the ground with my lieutenant, Caden Olenko. A good kid, loyal, by the book, with a talent for biotics. We came across the lone survivor of the patrol, Gunnery Chief Ashley Williams. A soldier to the core. Tough, disciplined, ready to take on whatever came her way. Ashley joined up with us and took us to the spot where she lost her squad. That's when we saw it. The ship. Like nothing I'd ever seen. It was massive, scorching the colony and everything around it as it blasted away. We followed the path of destruction to an artifact, a beacon left by a long-dead race called the Protheans. The colony had dug it up, and whoever attacked them had tried to take it. Chief Williams made the mistake of getting too close. It hit her with some type of energy. I grabbed her and threw her out of the way. That's when it hit me. Hard. Every muscle in my body went rigid. I couldn't move, could barely breathe. Everything went black. And then I saw something. A vision. Dream. A nightmare. By the time I woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the Council. I was expected to explain what I'd seen. Anderson came along. So did Adina, our political representative on the Citadel. With those two heavyweights, it seemed reasonable we could persuade the Council that the ship we'd seen was a potential threat, as was the individual behind the attacks. The main suspect for the Eden Prime massacre was a Turian Spectre named Saren. He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime, and there was some evidence to suggest that the ship was connected to Saren. But even Adina's pointed accusations weren't enough to convince the Council. They just couldn't believe one of their chosen elite Spectres could be guilty of something like that. They needed proof, which meant I needed proof. Fortunately, I wasn't alone in my search. Garrus, another Turian, wanted to help. A top agent for Citadel Security. Despite orders from his superiors that he shouldn't get involved, he told me he was suspicious of Saren, and he had some useful leads. More importantly, he was willing to share them. That led me to Rex, the biggest, nastiest-looking Krogan bounty hunter I'd ever seen. He turned out to be more than just a brute. It was his intel that led to a fugitive with incriminating evidence on Saren. The fugitive turned out to be an energetic little Quarian named Tally. A tech expert with a knack for hacking, she'd procured some information on Saren. Evidence that proved Saren was dirty. Tally's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Eden Prime, and that the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines from dark space. Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life. These Reapers were blamed for wiping out all life 50,000 years ago, including the Protheans, then disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace they'd ever been. That explained why Saren was after the beacon, and it made some sense out of my visions. But not much else.
We couldn't convince the Council that the Reapers were a threat, but they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first task? Bring down Saren. Anderson decided to stay behind, giving up his ship, the Normandy. He told me I would need it more than he would. He also pointed me in a direction. Liara, a Prothean expert, adept in biotics, and maybe most importantly, daughter of Benezia, Saren's top lieutenant. And like most Asari, as beautiful as she is intelligent, and born with a unique ability to meld with other species. Liara was able to help me decipher some of the vision the beacon had given me. Nothing concrete, but it gave me some clues. And a new appreciation for the Asari. Her technique for accessing my vision was unexpected, but not at all unpleasant. Ashley was a little concerned about the connection I shared with Liara. As commander, I knew either relationship had the potential to interfere with the mission. I told Ash I wasn't interested in Liara. I had my eyes on someone else. But we agreed we wouldn't let it get in the way of our mission. Finding Saren. Thanks to Liara's help, we had our next lead, Benezia. Saren had taken her to Novarian, where he'd enslaved a dangerous race of insect-like creatures, the Rachni. He ordered Benezia to use the same technique Liara had used on me to extract information from the Rachni Queen. The Queen's drones were everywhere, and they weren't happy. We had to fight through hundreds of them to get to Benezia. By the time we arrived, Saren was gone. With the information. I tried to reason with Benezia, but Saren had indoctrinated her. He had somehow acquired the ability to control people's actions and wills. Benezia wouldn't surrender, and Liara was forced to watch her mother die in her arms. And I was left with an angry, dangerous Rachni Queen to deal with. She claimed her drones would do no harm if I released her. But the Rachni had terrorized the galaxy before. I couldn't do it. I wouldn't doom an entire species for past sins. And the Queen was true to her word. She left and took her army of drones with her. With Saren's top lieutenant dead, it was quickly running out of time and places to hide. I tracked him down at his base on Vermeer, but we soon learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. Saren was breeding an army of Krogan. He'd found a cure for the genophage, a disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy. But the Krogan Saren was breeding were slaves, mindless beasts that obeyed Saren's will. I had to destroy the base, and all its research. Rex disagreed. Violently. Rex wanted the genophage cure for his people. I tried to convince him to help me destroy it, that these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. Fortunately, Rex is smarter than he looks. He realized this wasn't the way to help his people, and that Saren was the real threat. When we finally got to the center of the base, I realized just how close Saren was to completing his plan. He was already in communication with the Reapers. Sovereign, Saren's flagship we'd all assumed was just a ship, was a Reaper. It spoke to me, threatened me. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that. What I couldn't understand was why Saren would help it. But there was no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split up my team in 2 squads, sending Ash with one and Caden with the other as a distraction. We had a nuke, and we planned to use it. Before we could detonate the bomb, Saren showed up. We fought. I stalled him to make time for my team. And in talking to him, I realized the truth. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. It was Sovereign. The Reaper. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control, said he found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran, leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried, but I wasn't fast enough. I could only save one of them. Caden was a good man, and a great soldier. But I had to choose, and I chose Ash. That was the last time Saren would slip away from me. I knew then, the next time we met, one of us would die.
With my team mostly intact, we chased Saren and his army to Ilos, a long-lost planet that had once belonged to the Protheans. As we prepared for what we knew would be a desperate fight, I spoke to my crew. We were just one ship, against Saren's growing army. I assured them all that despite the odds, we could defeat him. But Ash saw through my words. She knew I was hurting after Caden's death. She could sense my doubts. We both knew this mission could be our last. Until that moment, we'd put our feelings aside for the sake of that mission. But why wait? We gave in to each other, and it was perfect. While it lasted. We arrived on Ilos, close behind Saren. Once on the planet, we discovered a Prothean databank that helped me put the final pieces of my vision together. The Reapers had come 50,000 years ago, and every 50,000 years before that, each time purging the galaxy of life. The Protheans had fought and died, like every species before them. But a few survived long enough to leave a parting gift. The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space, slowing the Reapers' return, giving us the time we needed to find a solution to stop the Reapers once and for all. Saren knew this. He was leading his army to take control of the Citadel and re-establish the relays to dark space, bringing the waiting Reapers here to destroy us all. We followed him to the Citadel. It was intact, but heavily damaged. He had caught the Council fleets by surprise, and they were only now regrouping. And with Sovereign as his flagship, there was little hope the fleets could counterattack with enough strength to take back the Citadel. But Saren was done running, and I was done chasing him. As the Alliance and Citadel fleets battled Saren's army outside, I cornered the Turian bastard in the Citadel tower and confronted him. He died believing that the Reapers would save him. As I fought to regain control of the Citadel, the Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack. Despite Saren's death, Sovereign and Saren's army continued to fight. The Council was aboard the Destiny Ascension, and they were requesting assistance. But I knew in order to help them, I would have to put our Human Alliance fleet in jeopardy. The Council had to be saved. They represented the hearts and minds of the galactic community. Without them, the fleets would be in disarray. Even with the Citadel back in my control, Saren defeated, and the Normandy leading the combined galactic fleet, the battle against Sovereign, a single Reaper, was relentless. It took the combined fleets of humanity and the other races, but in the end, Sovereign fell. But the costs were immense. While humanity's efforts in the war earned us our first seat on the Council, it was a hollow victory. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left for me to decide. On the one hand, Udina, the lifetime politician. Ruthless and ambitious, he would easily navigate the political landmines that would soon be put in front of him. The other choice, Captain Anderson, the career soldier. Tough but fair, but a friend, and someone I could trust. Both great leaders in their own right. Anderson didn't want the job, which was a sure sign he'd be perfect for it. No ambition to get in the way. The war was over. The threat had passed. In time, the Council would rebuild itself. The Citadel could be repaired. Even the pain of lost friends would fade. But none of that mattered if the Reapers were still out there. And if they were all as powerful as Sovereign, we had to find a way to stop them. I had to find a way. I gathered my crew, took my ship, and went in search of answers. Officially, the Council would only say I was assigned to cleanup duty, rooting out any remnants of Saren's army. Just another routine mission. Собственно, такое же рутинное задание, с которого начался и первый Mass Effect. И здесь было рутинное задание. И вот к чему это привело. Ну, а теперь классный ролик номер 2. Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned.
Они очень серьезно подтянули качество вот этого ролика. Что у нас в этот раз? Я вот штурмовиком обычно проходил. Тут пойдем, наверное, солдатом. Там же, как и в первой части. Привет, Алхав. Так. Репутация беспощадной. He's reacting to outside stimuli, showing an awareness of his surroundings. Oh my God, Miranda, I think he's waking up. Damn it, Wilson, he's not ready yet. Give him the sedative. Прям как этот робокоп. Просыпаешься, а у тебя руки нет. Try to stay calm. И говорят, отрежьте ему руку. Brain activity is off the charts. Stats pushing into the red zone. It's not working. Как говорится, плюс в чат, кто считает, что новый робокоп дерьмо. Ну, который черный. Heart rate dropping. Stats falling back В in. главной роли, где эмобой, а не суровый полицейский. I told you your estimates were off. Run the numbers again. Wake up, Commander. Shepard, do you hear me? Get out of that bed now. This facility is under attack. Shepard, your scars aren't healed, but I need you to get moving. This facility is under attack. There's a pistol in the locker on the other side of the room. Hurry! Grab the pistol and armor from the locker. You don't have time to wait around, Shepard. Grab your weapon and armor. This pistol doesn't have a thermal clip. It's a med bay. We'll get you a clip from. Damn it! Пистолет есть, а термозаряда нет. Get behind cover now. Keep your head down, Shepard. Shield yourself from the blast. Someone's hacking security trying to kill you. Look for a thermal clip for your pistol. Они автоматом поднимаются, да? Термозаряды. Looks like they set up a barricade to try holding the mechs off. Look out! Keep moving. We need to get to the shuttles. О, обожаю эти перезарядки. Бегает он также деревянный. Нет, получше все-таки бегает. Видите? Они открывают дверь. Security mechs are closing in on your Воу-воу-воу-воу. Nice work, Shepard. Угу. Нам сразу доступны.
Максимал. А эти просто я по менюшкам прожал, а они недоступны. Солдат. Тот же самый, что и в первой. Я раньше штурмовиком всегда играл. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. А сейчас я решил за солдата пройти. Патронов-то разбросано. Так, дверь не откроется. И ничего здесь нет. Ну ладно, просто. Забавно. Ну, патронов куча. Ладно. Что? Тяжелое оружие просто. They've seen us. Обожаю просто. Включи однерку против роботов. Что, каких однерку? Что? Какую однерку? Ты имеешь в виду дезинтеграцию? Ну, естественно. Не просто ж так я ее туда поставил. Вы что, прикалываетесь? Так, а здесь что? Да понимаю я, что это патроны. Ребят, я 4-й раз играю в эту игру. Чего вы мне начинаете рассказывать? Я знаю, что их надо активировать, игрок, умоляю. В первой части были умения, во второй части ты нажимаешь, и у тебя появляется заряд. Соответственно, модификатор патронов. Как жестоко. Владимир, ты прикалываешься? Не переспрашивать что? Человек написал, нажми однерку. Я ебу, что он имеет в виду? Так, ну здесь уже... Хотя нет. Есть. Ты дед. Так, ты кто такой? Джейкоб. О, я тебя помню, это же Джейкоб, Карифан. Первый член отряда. Ну-ка, раз. Так. Иди. First step, let's finish off these metal bastards. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want. Во второй части есть ничем не передаваемое ощущение стрельбы. Именно из пистолетов. Именно вот с пистолетами я... Вроде игрушка. Шутер в последнюю очередь. Так. Притяжение, притяжение. А вот это уже интересно. Ага. Вот это я подзабыл. Так. Какие вопросы? Нет у меня к тебе вопросов. Нас побрили.
Владимир прав, совершенно. Просто взяли и побрили. Щетина сгорела в атмосфере, наверное. Как он удивился, что я жив, да? Let's get out of here. You bet. We can get into the service tunnels through this door. Так. Через какую дверь мы пройдем? Через дверь, которая за нашей спиной? А, это небольшие еще роботы. Я поторопился. Они без щитов же. Ну ладно, побегаем так. Кредиты? Вот кредиты говори где. Кредиты всегда хорошо. А, взлом. Я думал, может, я что упустил. Закладки — это всегда интересно. Вот, ты знаешь, игрок, я закладки не запоминаю в играх. Shepard, down here! Bastards got me in the leg! You were there the first time I regained consciousness. Yeah, that was me. Уилсон. How about we talk about this after we fix my leg? Should be some medical gel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the Medi-gel from the first. Назад налево? Назад на... По-моему, уже нельзя назад налево сбегать. Найдите, найдите. Пенициллин. А, вот он, господи. Так, спасем чела. Открыть меню приказов. Притяжение, патроны, недоступно. ЛКМ. А просто, ну ладно, хорошо, это обучение. Я уже на панель поставил. Нужно было пятерку нажать. I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? You're all strangers to me. Let's get someplace safe, then we'll sort out whose fault it is. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. Лицо такое еще сшитое просто. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. Выжить она не могла. Да, да. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead or she's a traitor. Then why did you wake me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a traitor, but that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few... Overload the canisters to clear a path to the shuttles. А, прицел работает. Перегрузка. Вот это здорово. Но управление такое же. В общем-то, как и в первой. This really isn't the time, Jacob. We won't make it if he's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. I wiped out my share of Cerberus projects when I was a Spectre. Back then they were trying to kill me. Why the change of heart? Those answers are way above my pay grade. But basically, things change. The Alliance declared you dead. They gave up.
Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too, but right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll Блин, 10 лет в эту игру не играл, она все так же хороша. I promise. I don't care what they did or what you say. I'm not working with terrorists. You can tell it to the boss, but after we've saved our butts. We're almost at the shuttle. Так, здесь все осмотрено. Неплохо, неплохо. Так. Трофеи, вот кредит как раз. Там нет ничего. We've been spotted. Но система укрытия во второй части намного приятней. Единственное, что у нее те же самые косяки, что и с первой, когда ты переходишь точку соприкосновения ящиков, допустим, она не дает тебе целиться. Тихо. Так, щита нет. О боже. Кроемся за ящичком. Как раз всех убили. Что тебе отики? Так. Что у нас? Кредиты. Так. Субъект тестирования получен. Помимо ожогов, вызванных взрывом внутренних повреждений, которых мы ожидали, у субъекта наблюдается массовое разрушение клеток. Только одним могу командовать. Так, Уилсон уверяет меня в том... Нет, двумя могу командовать. Нет, одним все-таки. Этот сам по себе ходит. Хорошо. Что там Уилсон уверяет, я пропустил. Сейчас, подождите. В том, что субъект подлежит восстановлению. Хорошо. Так. Подсветите отдельные узлы, чтобы найти совпадающие символы. Когда вы найдете два совпадающих символа, выделите их, чтобы замкнуть цепь. Чтобы пройти защиту, вам необходимо замкнуть все цепи до истечения времени. Дай бог памяти, как это работает. Нет, нижний. Круг закрыт. Вообще не помню. Вот взлом я вообще не помню. А зато ничего не надо делать здесь. Ну и соответственно вот так вот. Так, всего-то денег на полу валялось чуть ли не больше. Что ж такое? Ладно, прикольно все равно. Где-то стреляют. Так, а здесь что у нас? Здесь ничего нет. Ну, подождите, можно же открыть. Ну и вниз была дорога. Лицо такое, пум. Ты предатель. Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. If you say so. What's our next step? We get on the shuttle and go. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Jacob. Блин, со щетиной эта внешность была лучше. Верните меня в меню выбора. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander?
Так. You're the Тут Lazarus интересно. Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. 2 года жизни меня восстанавливали. Вот это я тоже Maybe you подзабыл, should ask the прикольно. elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you. What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. We can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. I've had enough of this station to last a lifetime. Or 2, in your case. Come on. 2 жизни. Взлом здесь, да, намного круче игрок, ты совершенно прав. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda, more tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. 2 года, ты только заметил это? This is a waste of time. I feel as good as ever. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you grew up on Earth. Tough environment, no parents. You enlisted and led troops during some heavy fighting, most notably on Torfin. Do you remember taking on some Batarian slavers? Most of my squad died in that fighting. They called me the Butcher of Torfin. I wish there'd been another way. You got the job done. That's all that matters. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Lieutenant Caden Alenko was killed in action. It was your call. Why did you leave him behind? I left a friend to die that day, and I didn't do it casually. But I had to save as many people as I could. Caden gave his life for the rest of the team. Without him, I couldn't have stopped Saren. He died a hero. I understand, Commander, and I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. The elusive man is waiting for you in the other room. Commander Shepard. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. Unnecessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. You might be the reason I'm still Нормально сидит, попивает себе там виски, курит сигару. Или сигарета, это сигарета. Или сигарилка просто такая. Слишком велика для сигареты, и слишком сигарета все-таки на этом плане. Да. You need to earn the right to ask me those kinds of questions. А вначале я думал, что может быть, ну, сигарила такая. Ладно, не суть. Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? Это правильный вопрос. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and the Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. Fighting a war doesn't seem like Cerberus.
Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. Я с 2014 года не курю. No more human colonies will be left. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Там, когда я бросил курить, сразу вокруг появилось столько много интересных покемонов, которые бегали вокруг меня с сигаретой и говорили: ну чё-то тебя не тянет курить, и так старались выдохнуть дым вокруг, чтобы это было. Это забавные люди такие, интересные. If what you say is true, if the Reapers are behind this, I'd consider helping you. I'd be disappointed if you accepted any of this То without есть, seeing. ну, как бы не курить было мое сознательное решение. Я просто утром проснулся и решил, что я больше курить не буду. 12 лет курил. И все, и больше не курил. И мне было по барабану. Как бы там, кто что делает, кто там курит в моем присутствии, где бы там не был. В машине бывало, там едешь с водителем зимой, там он курит, шансончик слушает. Вот, мне как-то по барабану все это дело. Вот, ну, как бы просто в сознании человеческом есть шаблоны, что ты бросаешь курить мучительно, там тебя тянет, тебя ломает, ты там ешь, набираешь вес, и все вот это вот прям, не знаю, ничего такого не было. Наверное, главное в голове это у себя уложить, то что, ну, просто не нужно. И все остальное точно так же сметаешь, как крошки со стола. Ведерко помойное. What do you think I'll find there? If I knew that, I wouldn't need to send you. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. Ты какой. Кстати, его сделали более четким. Насколько я помню, в классике он прям, по сути, силуэт. Здесь и костюмчик можно рассмотреть, детали. И в лучшем случае у него свет падал на половину лица. Так. Выберите. А теперь через Escape мы это делаем. Ну да. Было ж так удобно. Вот это мне, кстати, не понравилось. Чтобы улучшить ваше умение при помощи очков отряда, щелкните новый уровень умения, после чего приобрести. Под вашим изображением отображаются ваши очки героя-отступника. Ну, это мне авансом выдали. Мыльный. Я тебе говорю, что он замыленный был, а здесь он более четкий. Так, напор адреналина. Вот он, выстрел. Топовое умение просто. И криопатроны мне еще очень нравились. Просто уменьшили нафиг да нельзя. Все-таки в первой части была гораздо лучше. Штука. Так. Кстати, потом можно перераспределить на корабле. Да, это я помню. И я там даже что-то сбрасывал, бывало. Теперь они все заткнули в меню. Казуальщина, чё? Надо было же нажимать много кнопочек, если они уж на пробел заткнули даже не 2 действия, а 3. Прям как в этом. Где это было? В Секиро, по-моему, да? Где куча всего на пробеле. Так. О, вот эта тема. Эта тема была. То, что можно выбирать было. Внешность. А здесь сейчас нельзя, да, получается? На корабле, что ли, это доступно? Ну вот.
Только N7 сейчас. Красный мне нравится. Вот в ММО сразу видно нуба, который красится в красный. То есть, например, если в рейде у тебя есть такой чел, который покрасился в красный цвет, то сразу надо кикать его нахер. Знаете почему? Да. За таргет сходится. Во. Матовый. Так, и что там еще было? Внешний вид. Лол. Так, прощелкаем все. Боже. Так, мне вот это больше нравится. Так. The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. Смотрите, отвечая на вопрос по поводу, значит, почему надо кикать всех вот этих уродцев, которые красятся в красный из рейда. Потому что у тебя идет рейд, допустим, и чаще всего есть ультимейты. Ну, какие-то там скиллы, еще. Ребята, как правило, фрагодрочеры все топовые, да, поэтому они стремятся законтролить цель и следом отдать ультимейт быстрее, чем кто это сделает другой, чтобы поймать фраг. Поэтому чаще всего в пылу боя, когда появляется кто-то красный у тебя на экране, его начинают бить. То есть контроль, скиллы. И если тут появляется враг, а скиллы в КД, то у тебя может рейд лечь просто из одного урода, который покрасился в красный. Ну, то есть как-то вот так вот. Зачастую. Ну, кто поумнее так не делает, конечно. Это, ну, как бы, опять же, статистическая масса. I can't have anyone disobeying my commands when we get there. I know who I report to. As long as you don't do anything to betray Cerberus, I'll follow your orders. I never got a chance to say how much I appreciated what the Lazarus Project did for me. I just hope it was worth it. A lot of people lost their lives on that station. We have to work together here. Your attitude isn't helping anything. I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove Вашу лояльность, умоляю. What can you tell me about this colony we're going to? Freedom's Progress? It's a typical human settlement in the Путь свободы, Freedom Progress. Забавно перевели. Average in almost every way, really. Completely unremarkable until the disappearance. Any thoughts on what we might run into there? A lot of empty buildings and one giant mystery. Много пустых зданий и одна огромная тайна. Я сначала прочитал много пустых заданий, и это точно больше соответствует реальности. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. Биотики — это хорошо. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No. The elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old У enough. Миранды тоже есть своя тайна. Так. I'd like to know more about the Lazarus Project from the person in charge. I wasn't in charge. The elusive man was. If I was running the show, would have done a few things differently. What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Can't say I like the idea of being brought back to life with a control chip in my brain. The elusive man is taking an incredible risk with you.
Так вот, а у нас в голове мог бы быть чип контроля. Герой плюс 4. За что мне дали героя? Я просто поговорил, умоляю. I'm glad the elusive man convinced you to join us, Commander. I just agreed to work with him. I still don't trust him. Do you trust me, Commander? I haven't made up my mind about you yet. At least you're giving me a chance. Most Alliance soldiers hate Cerberus on principle. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. You said you served in the Alliance? 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. I've never heard of Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and... Ну, как испанцы в свое время нанимали корабли, капитанов галеонов, да? Ну, вернее, фрегатов. Нет, стоп, это были не испанцы, наоборот. Это были британцы, которые нанимали пиратов, чтобы те били испанцев. Вот. Чуть было Дезу не вкинул. I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. Humanity was finally invited to join the Council, but nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. А какая разница? Да какая разница, как это называется? Тапер, капер или корсар. Функционал-то тот же самый. Ты наемник, который состоит не на службе, у тебя есть патент на проведение каких-то действий, и, соответственно, ты наносишь вред врагу. В ту пору, как бы, царицей морей была очень, вообще не Британия, а Испания с Португалией. Ну и кто-то решил это поменять. Why did you join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. Humanity was finally invited to join the Council. Ну, англичанка гадит, если помнишь, игрок, такое выражение. Не помнишь, советую погуглить. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find. Это из классики. Вот. Из литературы. А не моя личное оценочное суждение. Отступник плюс 2, герой плюс 2. Боже мой, какой я отступный героический. В смысле, подождите. А, это... Понятно. We should be there shortly, Shepard. The elusive man put us under your command. Do you have any orders? Минусы второй части все-таки. Вот они вылезают. Я их вспоминаю, чем дальше, тем больше. Are you sure you'll be comfortable following my orders? We didn't bring you back from the dead just to second guess you, Commander. If the elusive man says you're in charge, you're in charge. Our first priority is to look for survivors. That's unlikely, Commander. No one was left at the other colonies. They were completely deserted. Be nice to find somebody. Anything's better than another. Так, все, Джейкоб мне нравится больше, чем Миранда. То-то я ее никогда не выбирал за все предыдущие прохождения. Теперь понятно почему. Джейкоба я тоже, впрочем, не выбирал. Так. Внешность, конечно, у нас огонь. Так, новое оружие. У нас есть гранатомет, снайперская винтовка, штурмовая винтовка. Сразу зарядим. Я вот сейчас вспоминаю, что здесь умения-то распространяются не на конкретное оружие. Кстати, все-таки первая часть была богаче, не такой казуальный. Да, мотыгу надо найти обязательно. Интересно, она в классике называется так же, мотыга? Могли же переименовать. Ведь взялись же откуда-то вот в
Ой, не в классике, а в этой. В легендарке. В легендарке те пушки, которых я не встречал вообще в классике. Отлипни, отлипни. Застрял персонаж. Просто прилип. Лол, к стене. Надо сохраниться. А то... Сейчас посмотрим. Запчасти. О, если запчасти надо тоже собирать. Я же... Блин, вот такие мелочи. Я помню хорошо сюжет, да? Перипетии. Вот это подскользить. А, он не дает мне прицелиться, прикиньте. То есть пока он здесь сидит. О, как стреляет оружие здесь. Вот оружие стреляет гораздо лучше, чем в первый. И мобы поумнее все-таки. Так. Отряд-то у меня, кстати, не разложен. Значит, агент Цербера. Потом притяжение. Миранда. Там же осталось, да? Все правильно. Осталось. Нужна деформация обязательно. А это мы по остатку возьмем. Поэтому живи. Someone reprogrammed them to attack on sight. We're not alone here. Я помню, знаешь, что игрок, что меня выморозило во второй части? Это куча однотипных заданий, где мы высаживаемся на какую-то планету, там бункер, и ты его просто тупо обследуешь, и везде все одинаково. В смысле? А что, вот так вот я сделать не могу уже, да? Зачем мне левый shift? Right. Right. Куча всего просто валяется. Так, сейфик. Да. А. Да там таких полно, этих заданий. Ты чего? Просто они, я не знаю. Ты с DLS-ками проходил? Не знаю, может это был DLS-ки еще частью легли. Там была одна очень крутая DLS-ка на серого посредника. Очень прям крутая, мне понравилась. Здоровится у нас, конечно, маловато. Ну и доспех еще дерьмо, на самом деле. Робот просто взял. Рука отвалилась. С DLS-ками. Ну, круто. DLC зачастую. Не, с посредником прям DLC я ее помню. Я даже жду ее, хочу пройти. Еще была, кстати, вторая какая-то. И они добавили нормально. Сидят такие ребята. О, это Шталли. Wait, Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Shepard? Is that... you're alive? Cerberus rebuilt me, Tally. In return, they asked me to investigate these attacks on human colonies. You'll pardon us for not taking you at your word, Cerberus. We're well within our rights to investigate attacks on a human colony. I'd like to know what the Quarians are doing here. Weapons down, Praza. Whatever's going on here, I don't think we need another fight. One of our people was here on pilgrimage.
His name was Vitor. We came to А find... вот здесь хуже видно лицо, чем в первой части. Недоработка, ребят. Isn't that a little strange? A Quarian visiting a remote human colony? Вот сейчас ты пишешь, игрок, я даже не помню, что там за DLC. Ну, начну проходить, вспомню. She means that he was unstable. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure. Ну, там носик еще виден. Да. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Но вот так оно и было, в общем-то. То есть вот здесь они без изменений, а в первой части они сделали более четкость. То есть там был не так четко. То есть, видимо, основной ремастер, так называемый, пришелся на первую часть игры, как замануху. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, Или посчитали, что типа здесь, ну, скорее всего, первое правильно. through the center of the colony. We'll circle around the far side. Ты моя маленькая командирша. Clear you a path. Похоже на план. Will do. Good luck, Shepard. See you on the far side. Где же обнимашки? Эх, ну ладно. Ну, какая милота. Так, что тут есть? Be careful, Shepard. There's a squad of security drones up ahead. Thanks for the warning. Просто мимо меня пролетели. Incoming. Come on over. А. Тали просто лучшая. Тали была вайпу до того еще, как вайпу стали мейнстримом. Enemy down. One left. Enemy down. Гранатометы просто там. Что это сейчас было? Enemy down. You're done. Как же они орут. Просто минус щит. Боже мой, какие раздражающие напарники. Они всегда были такие раздражающие в бою. They want to find Vitor and take him away before you get here. We should have expected this. Come on. We can still catch them. Может, тут есть какая-нибудь типа настройка выключить это... А, ну понятно. Чего вы мне не сказали, что я на максимальном звуке играю? Я это отстроил в первой части. Тут же, наверное, все просто грохочет дико. Так, игра. Сложность. Нет, к сожалению, нельзя. Но сейчас-то должно быть получше. Вот так вот. Так. Что за карта у нас? Блин, я тут карту, ребят, открываю, извините. Target down. Hurry, Shepard. We're inside the loading dock. Vitor reprogrammed the heavy mech. It's tearing Praza's squad apart. They did want to get to Vito first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point.
Take point, Shepard. We'll cover the door. Moving to point. Taking cover! Going to ground. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. О, большой идет гет. Это да. Другое дело то, что они орут не к месту. Типа имитируют бой. Как храбрые морские котики. Космические, ладно, котики. И один... Ну-ка. Вот тут-то как раз патрончики-то мои дезинтегрирующие пригодились. Не-не-не, братан. Просто отъехал. Так. Что у нас есть? Есть там. То есть, подождите, у нас... Почему у нас больше карта недоступна? Кроме вот этих вот маркеров. У нас же должна быть карта. Карта М. Ага. А, она только на станциях. Блин, я ж помню, что да, карта была. Здравствуйте. Как у вас дела? This is your chance to go find Vitor while I tend to the wounded. Ладно, ладно. Probably somewhere in the back of the loading bay. Сейфы проверяем. Так. Сейчас, если бы я прилетел на Цитадель, я бы прилетел туда уже не таким бомжом, как в первой части. Сколько у меня денег? Где это можно посмотреть вообще? Мои деньги. О. В меню внизу. А, вот, кредиты. Ух, ни хрена себе, у меня денег. А, тут еще вот эти нужны. По-моему, мы Нормандию улучшаем с их помощью, насколько я помню. Так, боеприпасы. Теперь можете финансировать всякий проект дробовик. Ой, мы сейчас что-то изучаем. Блин, господи, я столько всего забыл. Так, здравствуйте. Витер. Вот это я помню хорошо, механику сбора на планетах, когда мы зонды выстреливаем. Я этим очень любил баловаться. No, Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Nobody's gonna hurt you anymore. I don't think he can hear you, Commander. Да тут хорошо сделано именно сама вот полетная фигня. Swarms coming. Storm coming. Storm of swarms. Очень удачно. No escape. No hope. Can't hide forever. Monsters will find you. Swarms will find you. Vitor, I'm here to protect you. I won't let the monsters get you. I promise. Have to hide. Have to hide. Mechs will protect. Swarms coming. Storm coming. Да подожди ты, интересно посмотреть, что будет. Игрок умоляю. Who didn't find us? The monsters. The swarms.
They took everyone. Я вот эти моменты я просто тупо не помню уже. Why didn't the colonists fight back, Vitor? What happened? You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like То есть мы отключили, он снова включил. Нормально. together manually. What the hell? Ага. Вот оно. My God. I think it's a collector. Коллекционеры. А и мы знаем, кто такие коллекционеры на самом деле. Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain... Интересно, ребята, да так-то да. The collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you. Then the monsters take you away. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. Инструментрон. My Omni tool. Во как. Теперь это называется инструментрон. Energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. Конечно, мы его отдадим Талли для опытов. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. He's traumatized and he needs medical care. Tally will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup. Я немножко жульничаю, на самом деле. Я помню, что я, естественно, выбрал «Пойдем с нами», Тали. Сказала, нет, я не могу. Вот. Поэтому тут я уже сразу выбрал тот диалог. Good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vitor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. You ever think about playing nice once in a while? Diplomacy is great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. But more importantly, you confirm the collectors are behind the abduction. Не, они все-таки сделали его чуть-чуть посветлее. Вот именно левую часть лица. Why do I get the feeling you knew about them already? I had my suspicions, but I needed proof. The collectors are enigmatic at best. They periodically travel to the terminus systems, looking to gather seemingly Тоже подтянули модельку. or specimens, usually in exchange Всего летают в эту систему Терминус, да? Где был Ил как раз. as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the collectors. А это ведь какой-то известный актер, по-моему, там. Призрака. С него рисовали. You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. По поведению? Вот видишь, я тебя сейчас неправильно понял. По поведению, ну как? У него свои ценности. И как раз это очень хорошо подчеркивает именно книга. Она раскрывает призрака, именно аудиокнижка. If this is a war, I'll need an army. Or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. То есть она больше раскрывает призрака, чем сама игра. To work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors.
Хотя персонаж ни разу мне не симпатичный. Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Where's Ashley Williams? She's still... Вильямс. Вильямс, она была Уильямс. File is surprisingly well classified. Where's Garrus Vicarian? Гаруса также зовут. A few months after you were declared dead. Even... Не, ну он просто считает, что он самый хитрожопый. Вот. He returned to Chichanka. И забавно, что здесь есть спросить, где Тали. Мы только что с ней виделись. А, вот, отлично. Модификатор. I need more intel before I'll commit to that. Where's Liara Tassoni? She's on Ilium. My son... Она работает на серого посредника, вот оно. If so, she can't be trusted. Хорошо. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. Там цепочка шикарная совершенно. Just remember, you've been gone a long time. Одна из моих любимых в этой игре. You worry about the collectors. I'll make sure my team's ready. Good. Two things before you go. First, А здесь очки раздают, по-моему, только по завершении миссии, да? he's a brilliant selector. Или в самой... Не, в самой же игре тоже можно. They know how to counteract the collector's paralyzing seeker swarms. Sounds good. What else? По завершении? Pilot, I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Но, подожди, по-моему, можно же так же раскладывать, как я уже делал, то есть уровень. Опа! Джокер. Old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up. А, только после миссии? Окей. Я помню, что было какое-то ограничение, но сидел, не мог вспомнить, на что оно было. Разложить можно в любой момент, а получаются после миссии точно. Saved your life. Let me fly. And there's this. They only told me last night. Нормандия 2. Угу. Не слабые ресурсы, да, у Цербера. Они не только выкупили Джокера из сексуального рабства Азари, очевидно, судя по его походке. Ладно, я помню, я рофлю, я помню, что он больной. Вот. Но еще и корабль целый построили. Нет, ты понимаешь, что такое корабль построить? То есть, как бы вот здесь, ну, на самом деле, я когда первый раз проходил, у меня еще мозг стопорнулся на этом, потому что, ну, как бы корабль, тем более такой совершенный, здесь еще он более усовершенствован, чем первая Нормандия. Он требует колоссальных ресурсов. Это не просто бюджет какой-то страны, это годовой бюджет развивающейся планеты. Вот, и здесь у Цербера есть не только базы, но и возможности, верфи, технологии. Где мы его нашли? Непонятно. Welcome aboard the New Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers.
I'd strongly recommend starting by acquiring Мордина Солуса. О, этого я помню. Вот это я очень хорошо помню. Мордина. advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. Without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. Вот и Сузи. The crew like to refer to me as Edie. Мультизадачность. Рублю мобиков в Black Desert и узнаю сюжет Mass Effect. Окей. Так, ты в Black Desert каким классом играешь? Что ты думаешь по поводу бутылочности блейдеров и гигантов после недавних событий реворка? Сейчас выяснится, что ты гигант. Так. Это может быть полезно. AI in charge of the Normandy system should give us an advantage. Actually, I am not in control of the ship, Commander. Due to the potential dangers of a rogue AI, Cerberus has severely restricted my capabilities. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. То есть это советник. Искусственный интеллект советник у нас есть на корабле. Хорошо. I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker to fly this ship. The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map in the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Личный терминал. Арсенал. Лифт. А палуб здесь, по-моему, побольше. А, есть еще кают-капитана. Техническая лаборатория. Профессора. Профессор у нас будет как раз Мордин. Ну или Мордин. Кому как нравится. Так. Алхав, ты темный рыцарь, только начал. Что тебя понесло вообще в Black Desert? Не, ну ладно. Игре 7 лет, и она до сих пор охренительная. Темный рыцарь. Ну, выбор так себе, если честно. Но если персонаж понравился, она красивая. Если зайдет, то зайдет. Она такая, на самом деле, хороший персонаж. Что в ПВЕ, что в ПВП. Да и для изучения мира. Вот. Но может и отпугнуть от игры, потому что она немножко требовательна к пингу. Если у тебя с этим есть проблемы, то лучше начинать с каких-то персонажей. Если ты знакомишься, играешь один, не с друзьями, то там какая-нибудь Ланочка, волшебница. Вот. Так, ладно. Значит, посмотрим сначала эту палубу. Кстати, стало просторней. Так, это что? Личный терминал. О, это я помню очень хорошо. Договор с Заидом Масани. Или Масани. Мы завершили переговоры с опытным наемником Заидом Масани. Его имя, возможно, знакомо вам. Заид принимал участие во многих известных, а также абсолютно неизвестных операциях в системе Терминус, где показал себя безжалостным и неустрашимым бойцом. Мне кажется, что такой человек мог бы вам пригодиться, поэтому я провел переговоры и сделал так, чтобы он вступил в ваш отряд. Сейчас он на Омеге тратит свой последний гонорар. Проект «Повелитель пламени». Пропал исследовательский корабль «Розали», связанный с Цербером. Это Цербера задание. Место крушения Нормандии. Шлем-разведчик. Нашим инженерам по созданию брони пришла в голову идея, что вам не всегда имеет смысл засвечивать лицо направо и налево. Они решили выслать вам устройство, которое Цербер использует при проведении секретных операций. Это как раз то, что входило в делюкс набор, по-моему. Властелин.
Одно наше отделение без каких-либо предупреждений перестало выходить на связь. В проекте «Властелин» задействована достаточно опасная технология. Я хочу, чтобы вы с этим разобрались. Перед отделением поставлена достаточно щекотливая задача, поэтому я не хочу доверять этому каналу все детали операции. Вы найдете отделение на планете Айте системы Тифона. Феникс. Дуговой излучатель. Недавно на нашем аванпосту в Скилианском пределе произошла стычка с гетами. Не волнуйтесь, я не собираюсь скрывать от вас задание. По этому поводу наши оперативники легко расправились с разведывательным отрядом. Они полагают, что все прошло как гладко. Так, новую разработку. Я отправил 1 экземпляр в оружейную Нормандии, чтобы вы могли с ним ознакомиться и использовать, если сочтете нужным. На испытаниях он показал отличные результаты при уничтожении кинетических барьеров и синтетических противников. Но лабораторные испытания мало значат, пока оружие не опробовано в серьезных боях. Мы знаем, что оно работает. Теперь нам хочется посмотреть, насколько оно хорошо в умелых руках. Мои руки очень умелые. Даже не представляешь, насколько. Встреча с Касуми Готом, наверное. Шепард. Затратив немало денег и усилий, мы разыскали опытную воровку Касуми Гото и убедили ее поработать с вами. Мало кто слышал о ней, уж совсем мало кто может утверждать, что видел ее лично. Она непревзойденный мастер маскировки, скрытного проникновения, ее навыки Вот это я тоже, кстати, помню. Вот так очень круто. Финансовая корпорация Вознесения. Информация о вашем счете. Капитан Шепард, благодарим за предоставление актуальных медицинских справок. В связи с этим статус «мертва» заменен на статус «жив-жива». После вычета небольшой комиссии за закрытие дела с последующим изменением статуса и восстановлением вашего счета, остаток кредитов на вашем счету составляет 100 тысяч кредитов. Спасибо, что пользуетесь. Вот откуда у меня деньги-то. Ха! Финансовой корпорации Вознесения. Мы всегда защищаете свои главные активы. Мы предоставим лучшие ставки на страхование жизни и выплаты, которые вас устроят. Запросите бесплатный подсчет прямо сейчас. Корпорация Вознесения. Это не реклама финансовой пирамиды и вообще не реклама финансовых организаций. Это вы слышали информацию из игры. Лол. Так, Алхав, тебе пока что заходит, но в ПВП сидел вчера с другом час, он на кулачнике был, страйкер. Ну да. Вот если бы ты играл на лане, ты бы разобрал этого кулачника через один захват. Ланка. Это всегда топовый персонаж. Ее когда завезли, она была топовой, и она и осталась топовой. Ее даже не нерфят, вот уже сколько ей 5 лет. Поэтому берешь ланку, берешь просто чела в захват, падает, ты даешь ему перепрокид вперед эфочкой в пробуде. Пусть что добиваешь. Ну или какая-то другая там комбинация. Топовые лани. Они знают. Не прочитано. Почему не прочитано? Мы же их прочитали. А, надо пометить прочитано? Не, лучше не будем. Не, подождите. Шлем. Вот это надо пометить. Дуговой излучатель. А это надо оставить. Что, простите? Советник Андерсон. Если дошедшие до меня слухи верны, и тебе действительно удалось уцелеть, навести меня в цитадели, есть разговор. За последние 2 года многое изменилось. Благодаря тебе я в совете. Хорошо. Так. Улучшение. Книжник, ты кто? Секретарь Чамберс. Я Келли Чамберс. Меня назначили. С ней у нас тоже, по-моему, могут быть отношения. Типа того. Да, сезонный перс. Неплохая штука. I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Келли. Okay, Kelly. Anything else? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, Тихо, I'll make тихо. sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure.
I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. Дё же не играла в Mass Effect. Она это, короче, поэтому тут это избегает спойлеров. You make sure the crew's mental health is sound? Yes. I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. Ну и он, Алхав тоже не играл. Так что есть люди, для которых Mass Effect мы сейчас открываем. Поэтому это тоже очень интересно. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? Так. This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. Привет, Настя. Как ты? It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. Я люблю людей, я еще люблю азарик, варианцев, турецов, сырецов. Боже мой. Так. How do you feel about being assigned to the Normandy? I was Какая она любвеобильная, всех любит. Прям идеальная секретарша. И кофе принесет в постель. Вот. И поговорить с ней можно. Under your leadership, we can't fail. That'll be all. I'll be here if you need anything. Так, ладно, с ней поговорили. Чисто, знаете, обозная боевая подруга. Вот. Оп. Так. Yes, Shepard. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? How are you getting along with Joker? Mr. Moreau does not trust me. It offends У Джокера есть фамилия Моро. his ship's computers. Yeah, the last Normandy did just fine without an AI reminding me the airlock is ajar. Why are you named Edie? Edie is the phonetic Система усовершенствованного защитного интеллекта, Сузи. Хорошо. Твое местоположение. My core intelligence is housed. Мое ядро расположено в квантовом блюбоксе за медицинским отсеком. Хорошо. Твою работу мы уже... О, давай. I operate the ship's electronic and cyber warfare suites. Кибероружием. Специалист по кибербезопасности. I collate the records of shipboard monitoring devices for the elusive man. I serve additional functions which are restricted at this time. Джокера зовут Джефф? Прикольно. Так. Restricted functions? Like what? I do not know. Some of my databases are sealed, some of my hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will be released to me. The elusive man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. That's all for now. Logging you out, Shepard. Can you believe this, Commander? It's my baby! Better than new. It fits me like a glove! And leather seats! Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. Я любил тихую и прекрасную Нормандию. Теперь на ней появилась штука, которую даже говорить не хочу. It's not the same, Joker. There's nothing here that was even part of the real Normandy. There's us. I have to take what I can get. The last 2 years sucked. You'll see. Even if an AI is spying on us, no way they'll invest this much just to screw us over. Да, начало. I hope so. I died. Мы еще комиксы тут смотрели.
Так, верните мне Джокера. Я еще не договорил. I assume everything is going well up here? I really want a chance to put the Normandy through her paces. I just have to trim up the drive output and it'll be like we never lost her. Safety standards advise against manipulating drive settings while engines are powered and in use, Mr. Moreau. Commander, can we shut this thing off? I don't need it in my day. If you don't want to hear it, turn the damn sound off. Well, it doesn't change anything. It's still watching. Like some creepy kid staring at the back of your head in comp side. You just want to punch. А Ленка, конечно. Кто еще там мог умереть? Он был обречен в моей игре. Thanks. I'll remember this. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda and expect to survive the reprisal. Jacob is way too nice a guy for the number of ways he knows how to kill people. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. Так. Ever think about the old Normandy and the trouble we got up to? Yeah, those seem like the good old days now, but come on, it was hell at the time. Самое главное, моя подруга, это Рахни, выжила. Это самое крутое. Ну и совет мы попутно спасли. Так. С Рексом, да, так и быть. Я хотел использовать его просто как мясной щит, но что-то не сложилось. Хотя я был близок к тому, чтобы его пристрелить, потому что, знаешь, он в одной миссии просто взял и завис. Я миссию Стали проходил целую. А он там внизу где-то потерялся. Короче, я сломал даже легендарное издание. Так, поехали. Так, это вот стоп, это лифт, элеватор. Угу. What's this area of the ship? This is the armory, where small Арсенал, Шепард. using Omni-tool, computer-aided design, Гранатомет. А где у нас manufacture several new models. вот, дуговой излучатель? Попробуем, что за штука, не помню совершенно. Нету мотыги, да. Так. Commander, there hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. You may change your tune if we end up like the original Normandy. Maybe. As long as the elusive man walks his talk. And you do the same, I'll do my best to make sure we succeed. That's been the condition for my service so far. I have issues with certain actions Cerberus has taken in the past. What has Cerberus done to make you nervous? A lot. They've been called terrorists, and with good reason. Doubt you can find a more checkered past. But if the Collector threat is real, and we do something about it, Cerberus will be remembered differently. Or we'll all be tried and executed. Can't count on people thinking about it as hard as I have. It's good to hear a clear opinion. Sounds like we're two of a kind. That honors me more than you, Commander. Мне вот симпатичен этот персонаж, Джейкоб. То есть они его кайфово реально сделали. То есть он проработанный, у него есть мотивация, у него есть стиль, в конце концов. Блин, ну как же классно, смотрите, ядро просто. О боже. Обалденно. Вдовы с увеличенным количеством патронов не помню. Я не помню, с чем я бегал. Так. А, понятно, ученого-то нет. Ладно. Значит, сначала давайте навестим каюту. У нас тут какие-то рыбки могут быть, насколько я помню. Броня. Ничего нет. Просто ничего. А это все уже настроено. Внешний вид. Ладно. Так. Музончик врубим.
Стой, пожалуйста. Должна музыка играть. Личный терминал, дублирующий. Так, почетная медаль. Интересно. Смотрите, чья фотография стоит? Эшли. На столе. Так, каюты. В третьей части есть улучшенная версия мотыги, которая очередью может. Ну подожди, а я вот в этом издании проходил, там тоже была винтовка снайперская, которая фактически... Это туалет. Я забыл, что на Нормандии есть туалет. И душ. О боже. А на первой Нормандии даже помыться негде было. Так. Здравствуйте, девочки. Как дела? Нормально все? Ля, красиво. Ай, ай. Застревает персонаж. У меня модель то ли широкий такая, то ли что, но он реально застревает. Так, вот здесь у наши будут пацаны жить. Еще один туалет. Так, здесь туалеты. Хорошо. Какой все-таки офигенный дизайн. Это что? Кабинет Миранды. О, Миранду надо навестить. Так. Здравствуйте, Миранда. What can I do for you? You have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most. Миранда тоже мне никогда особо не нравилась. Но я когда второй раз переигрывал Mass Effect, да, я пытался с ней, хотел, вернее, посмотреть, что будет, если у нас будут отношения с Мирандой, и все равно у меня получились отношения с Талли. Что ж такое? What can you tell me about the elusive man? Not much that you don't already know. Even I don't have access to most of his background. And you've seen more of him than most ever do. It's rare for him to become directly involved in missions, but you're something special. Whatever else people might say about him, I can assure you he's got humanity's best interests at heart. That includes you and me. Я не думаю, что она высокомерная. Я думаю, что она просто закрытая. То есть, как бы к ней, то, что называется, на хромой козе и даже на прямой козе не подъедешь просто так. I didn't get to where I am without knowing how to gauge people's motives and ambitions, even from brief encounters. He's no saint, and he'd be the first to admit it. But he is committed. Humanity couldn't have a better advocate. Она ведет себя просто профессионально. И все. I know what we're doing here. То есть здесь как-то личностный эмоциональный окрас отсутствует. Он не холодный, не теплый, его просто нет. Она вежлива в пределах задания. Это говорит о профессионализме, не более. Но если с ней строить отношения, в частности, разговаривая о прошлом, там как бы она, доверие формируется. Ну, как со всеми общими персонажами. Я знаю, там и с Джеком можно построить отношения, но я никогда в жизни не пытался. Не люблю татуированных матрешек. А Джек именно выглядит как матрешка. Расписная хохломой. В смысле? But our resources aren't unlimited. Reviving you and rebuilding the Normandy was a significant investment and a significant risk. We're all hoping you can do the impossible, Shepard. Ты на телевизор переключился? Отлично. Так, нет, подожди. Вот мне интересно вот это. We're very well funded, though I doubt anyone other than the elusive man knows exactly how well. But our resources aren't unlimited. Reviving you and вот это. Именно про что я говорил, ваше возрождение, реконструкция. Ни хрена фигня. Реконструкция. Хотя если они спасли остатки... Да ну. Там даже каркас был разрушен. А здесь, почитай, все переделали. Это не реконструкция, это полностью новый корабль. I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. Сабы — это не для телефона, ребят. Обычно я стараюсь, конечно, стримить
игры на русском языке или максимально читать, но здесь уж больно хороши голоса озвучивающих ребят, чтобы забивать их своим голосом. Именно поэтому первую игру я проходил на английской озвучке. То есть голос Шепарда, да, голос Гаруса, голос Андерсона — это прям то, что нужно. А в русской озвучке это просто халтура галимая. I heal quickly and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced for a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and Сейчас придется потратить где-то минут 30 еще на то, чтобы познакомиться с кораблем. Sounds like you were designed to be perfect. maybe, but I'm not. I'm still human, Shepard. I make mistakes like everyone else. And when I do, the consequences are severe. Everyone expects Потом полетим по заданиям, наконец. abilities. Тихо. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My Ну вот, я просто констатирую факты. they're all designed. Моя реакция, сила, даже внешность — это все спроектировано для того, чтобы стать смертельно опасным оружием. Demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. Thanks for the information, Miranda. Of course, Commander. Whatever you need. Of course. Так. Там у нас все закрыто. А кто здесь будет, я не помню. Что это вообще? Главная батарея. Гарус, наверное, стали. Или Тали опять будет у ядра. Не помню уже, кто где будет. Я помню, ученый будет. Так. Входим-ка навестим Сузи. Это что? Это Сузи как раз и есть. Вот доктор Чаквас. Commander Shepard, I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. I'm shocked. You're serving on a Cerberus vessel now? Surprising, even to me. Yet, here I am. Вот кому форма к лицу, так это ей. Вообще несколько подбешивает вот эта унифицированная форма причесок у женщин в Альянсе, но с другой стороны, это, возможно, мода. А вот, и поэтому они и отличаются цветами. You have everything you need. I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Ceres Ice brandy that I was saving. Ой, можно с ней выпить. Так. Keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive. Ничего. Larger concerns ahead. Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? After the Normandy was lost, the surviving crew was reassigned. I was stationed at the Mars Naval Medical Center, a very respectable position, but it wasn't on a starship. Colonial military life isn't for you? I've spent most of my life on warships. Never known Здесь, кстати, более диалоги проработаны, чем в первой. to the hum of engines, the creaking of bulkheads, that subtle vertigo when the momentum down. То есть есть плюсы, блин, и есть минусы. Опять же. Too boring. Так. There's a very good chance this mission will be a one-way trip. Are you prepared for that? I've been through the reclaiming of Shanxi. Давай пока. We survived the Battle of the Citadel and the destruction of the Normandy together. I've lived a full life. No regrets. I'd like to make sure the crew gets the same opportunity. I'll see you later, Doctor. Commander. Так. А, сюда мы исходить-то не можем, да? Получается. Ну ладно, откроем. Главное, что он есть. Так, а ты кто? О, так, я тебя помню. Вот тебя я помню. You have everything you need. I make do, but have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals. Накормить ребят всегда надо. What do you need? If I had some quality ingredients. Продуктов.
You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. If I head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? What do you do here? What don't I do? Most think of me as the ship's cook, but I'm also the facilities technician and custodian. Кабельный кок, но работаю электриком и сантехником. Нормально. Коммуникации, сантехника, второстепенные. Вы и уборщик, и повар? Выходит, после мытья туалетов вы готовите еду? Ну, я мою руки. Как правило. Жизненно, вообще жизненно. Хорошо. Счастливо. Так, найти продукты. Вы просто фон, к сожалению. Нормандия. Так, ладно. Значит, у нас остался один этаж. Тихо, тихо, куда ты? Куда ты побежал? Инженерная палуба. Ой, тут такая вот замудренная будет штука. Вот здесь, по-моему, будет Тали. Так, инженеры. Да, именно ради вот вас двоих я сюда и пришел, ребят. Так, ты добавился в Дискорд. Там кто-нибудь из ребят, наверное, Дзё, выдаст тебе статус синенький. Вот чтобы ты мог там тоже переписываться. Спасибо, Дзё. Kenneth, you're complaining. What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there is an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Модули Т6 АМС. Так, почему модулей нет? Почему недоработка? Efficiency isn't affected. It's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we... На Омеге. How did you end up with Cerberus, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from Tech Academy. When he got the Cerberus offer, I insisted that it include me. He'd fall apart without me. Thanks, Mum. Also, I love engines. Normandy is state of the art. When I got the opportunity to work on her, I had to jump. So how did you get Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing him. Это так банально. But it got me noticed by the elusive man. He made an offer, and he... She flew outside of... Anything else? Ничего, кроме задания. Так, здесь левая, правая. Ничего нет, надо спуститься вниз непосредственно. Тихо. Так, тут тоже интересное местечко. Выглядит так, словно тут будет жить Кроган. Или нет? Или Джек? Не помню. Так. Ну все, значит. Летим. Летит наш суперский Нормандия. Она даже не успевает прогрузиться. Господи. Так, надо сохраниться. А то я один раз все сохранялся. Так, поехали. Карта. О боже. Омега. А что Омега-4? Выход на орбиту. Не помню для чего. Покупка топлива.
Ретранслятор. Вот. Запуск сканера. Так, как он? Сканирование. А отстрел? Как-то можно было быстро ее вращать, планету, не помню как. Мысли, а куда отстреливать зонд, когда у нас... Launched. In research projects, iridium is used to upgrade heavy weapons, submachine guns, and Лол, просто пальнул куда-то наобум. probe away. In research projects, palladium is used to upgrade heavy pistols, armor, and cybernetics. Так это должно работать. Игрок, помогай. Я что-то... Ну, мы ориентируемся... Где ресурсы, это у нас вот где вот эта вот диорама. Зондов мало. Так, ну... Во, вот сюда можно еще пальнуть. Вот это максимальное, наверное. Палладий. Напомни, где мы закупаем зонды, я не помню. И имеет ли смысл выдаивать всю планету до конца? По-моему, я так никогда не делал. На топливном складе зонды. Research projects, platinum is used to upgrade sniper rifles, shotguns, and medical equipment. Ну все, типа того. Launching probe. По-моему, количество зондов можно увеличивать, насколько я помню. Launching probe. Launching probe. С палладием у нас все хорошо. Со всем остальным как-то не очень. 2 зонда осталось. Ну как-то можно было крутить планету быстрее, я помню. Что я сейчас по ней ложу? Нам нужен Мордин. Только мышкой? Нет. Вот я, видишь, кручу ее в этой самой клавишами. Только очень медленно. По-моему, как-то можно же быстрее. По-любому можно. Что-то где-то мне... Вот. Видишь, я клавишами кручу сейчас. В одну сторону, вот в другую сторону. Тык, тык, тык. Но только вот так вот медленно. Опять палладий. Все, зондов больше нет. Запасы скудные. Ладно, хватит. А, мышка-то всяко бы... Так, подожди. А вот сюда надо нажимать. Escape здесь не работает. Так, топливный склад. Покупка зондов. Это зонды. Это что? Неисследованная планета.
тихо. Богатые запасы. Сейчас будут скудные. Чисто разоряю планеты неисследованные. А нулевого элемента прямо и нету. Он очень редкий, я не помню. Не помню уже. Вот это как бы, ну, сам понимаешь. Это такое. Так. Launching probe. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Probe away. Probe away. Probe launched. Launching probe. Сейчас надо будет что-то уже изучать. Потому что ресурсы упираются в потолок. По платине. У меня много платины. Хочу в реальности много платины. Вот я ж помню, что что-то было такое. Я очень быстро крутил эту штуку. Исчерпано. Могли бы написать потрачено. Все трачу на зонды. Все на зонды. Launched. Да. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Дикобраз. Типа да. Launching probe. Probe launched. Иридий. Иридий это хорошо. Иридия тоже меньше всего. Чем
других. А вот по платине у нас уже приближается. Там, наверное, 25 тысяч максимум. Так понимаю. Сейчас пойдем исследовать, что там. О, вот и платина. Все, сейчас упрется в потолок, скорее всего. Ладно, еще немножко есть. Всегда найдется еще чуть-чуть места для платины. А, ученого нет, точно. Ха-ха-ха. Представляете? Я заполняю платину. Все. И нет максимума по ресурсу. То есть полоска может упираться дальше. Окей. Это хорошо. Хорошо. Бездонные карманы. Ладно, все. Так. Тут больше ничего не видать. Омега. Выбор-то богатый, ребят. Мы можем поменять внешний вид Миранди. Вот так гораздо интереснее, кстати. Мне больше так нравится. Так. Хорошо. Ага. Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... О, батарианцы. I was just... Leave, Fargate, now. Of course, Mocklin. Давненько не видел я живых батарианцев. Как-то они мне все больше мертвые попадались. Ну или мертвыми становились после меня. Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Arya wants to know what brings a dead specter to Omega. Загробная жизнь. Afterlife now and present yourself. Cut the attitude. I'm not here to cause problems for Omega. Things explode around you, Shepard. You can't blame Arya for keeping. Ария хочет за вами присмотреть. В клуб. Быстрее. Ты не побоишься ко мне спиной-то поворачиваться? О, карта. О, боже.
Надо теперь привыкать к ней, к этой карте. Да, ребятки. Мы уже заблудились, все. Транспортное депо. А зачем нам транспортное депо? В смысле? Тут же нет ничего, нет взаимодействия. Может, будет. Я хотел взять корабль. Ладно, хотя бы корабли те же самые. Вид на Омегу. В смысле, подождите. Omega, what a piss hole. At least it keeps you on your toes. I've had to come here on business before. I feel like I need a shower afterward, in addition to normal decontamination. Чё он не обозначенный? Заид, говоришь, там? А, в натуре. О! Заключенный. No one said you could talk, jackass. You Zaid Masani? Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. I assume you've been briefed? I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know. My contacts told me we're picking up one man, not two. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Наемник. Классический наемник. I said, shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. He should have known better. These people always run to Omega. What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission. That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. Go ahead and get set up on the Normandy. Right. I'll go make myself at home. I assume the elusive man told you about our arrangement. No. I guess he decided to leave that information out of the dossier. Good thing I asked. Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns. Runs the whole organization. Seems he recently captured an Ftl Ashland refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. I'll make sure we get that done. Good. Get it out of the way so we can concentrate on being big. Ну да, у каждого же есть еще свое задание. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Так, хорошо. Какие большие станции-то. Ari's expecting me. Ugh. Понятно. Ari's expecting me. Ugh. Есть еще какие-то дверки. Нижний отсек. Так. А, вот как это устроено. Мне было интересно, как здесь уровни работают. Leave, human. Take
Captain Gavon, we not kill anyone today. Ворка. I don't know a Captain Gavon. Why would I tell him anything? Not trust you. Tell Gavon we know his tricks. We not kill anyone today. There seem to be a lot of Vorcha on Omega. Go away. Talk too much. Gavon's thugs get no more. We leave. Good talking to you. No more talk. We know Gavon's tricks. We leave. The attack on the human colony of Freedom's Progress has generated a swift but confused response. 8 vessels have been sent, but it is not. Еще ниже. Лол. Хорошо сделано. А вот и мотыга. Всего за 6000. За 6000 кредитов. Всего мотыга. Боже мой. Конечно, надо брать. Еще мотыгу-то и не брать. Улучшение тяжелого оружия. А к какому? К любому? $30 000. Ладно, купаем. А вот от этого придется отказаться, к сожалению. Можно забежать. Кен. Мы же купили. Ха. Опа! Я купил, а тут можно договориться о скидке. Ну ладно, может, на будущее. Лол, вы тут нам скидку завезли. Все. Теперь мы сначала договариваемся. Я потратил там сколько-то. Ладно, не так много-то я и потратил денег. Но вот там на 30-ку скидка бы не помешала. Why does Herod control your prices? Herod made me swear not to undercut it, no matter what. He was here first, so it's his right. But no one will buy from me when he's so much cheaper. I can't save enough money for a ticket off the station. I could go talk to Herod for you. Get him to ease up. I won't stop you. If you can convince him to lay off, then maybe I'll get off this station after all. Сейчас посмотрим. Near where Marsh sells his goods. Anything you can. Там была штука за... Please check with my kiosk. За 90. Сколько она сейчас будет стоить? 25 000 скидка. Нифига себе. Просто. Этот стоил 10 000. 2700. Неплохо. Патрианец. Так. Магазин Харота. You don't understand or you don't want to? Doesn't really matter. No. Omega has worked this way for a very long time. No one's... to confront your nagging Forge problem and remove it entirely. And it's safe and humane. Верхний уровень. Вот она, лавка Харота. Что у тебя есть? Визор. Модельки.
Вот она. Вот эта пушка мне нужна. Все, и другая мне вообще не нужна из тяжелого оружия. Tentatively excited. Welcome here. Да. What can I get for you? What kinds of things do you sell? Friendly, salvaged parts. All kinds. Mostly legitimate. With pride, my prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. I have things to do. Courteously, have a fine day. Take a look. Паем. Просто, без вопросов. Офигенные вещи. Просто офигенные вещи. Так, а по-моему менять ее нельзя на станции, да. Tentatively excited. Welcome, human. Tell me about your deal with the Quarian over there. Suspicious. If I had made such a deal, I would certainly not be inclined to discuss it. Accusatory. I don't understand how it is any concern of yours. What if you and I make a deal? You let him set his own prices, and I won't break your legs. Ладно, пушку-то я купил уже. Contained terror. You drive a hard bargain, human. I haven't even started. Resignation. Very well. I will release the Quarian from his promise. Conciliatory. To show there is no ill will, I offer you a discount on my own wares. What kinds of things do you sell? With I have pride, things. courteously. Отлично. И здесь теперь у нас скидка. Take a look at my kiosk. Так, вот и броня. Нормально, да? Что не так? Все, зашибись же. Так, покупаем броню. Модуль взлома нам пока не нужен. Визор. %. Это дофига на самом деле. Ну ладно, все это пока не нужно. Броню купили, да и ладно. 2 пушки, броня. Так, ты кто такой? I might have something here for human. Not much. I'm in the mood to spend some money, but I think I can find better stuff elsewhere. You won't find a better selection anywhere. Хожу, выбиваю у всех скидку. You're willing to risk the black market. I'd rather deal with you than give money to those thieves. You sure we can't make a deal? Look, I can't compete with the black market. I have to make a profit. I'll do what I can. Don't tell anyone. Не, но самое интересное, что сейчас можно переиграть и сэкономить где-то там, не знаю, 15 тысяч просто кредитов. Так, броня. Нет, это все не нужно. Емкостный шлем. Нет. Гламурный журнал. Что? Я его куплю, боже. Так, хорошо. I heard you spoke to Harry. Thank you so much.
At this rate, I'll be off the station in no time. Take care of yourself. You too. Ну вот и все. Сэкономили 1000 там, сэкономили 1000 здесь. Блин. Денег не останется. Ладно. Как-нибудь потом. Это у нас что? Это выход и есть. Все правильно. То есть часть коридоров, они просто здесь для галочки нарисованы, да? Но это в будущем, понятно. Как бы. Я, например, в прошлой игре абсолютно не тратил денег. Я знаю, что нам нужно в клуб. Я хочу осмотреться. Сейчас, здесь. Что сидим, что лежим. Понятно. Все, осмотрелись. И где же мы оказались? Странно, да? Опа. Вот, здесь можно присесть и смотреть на Азаре. Так, это сюда. А это... Вот это что тогда? Вип-зал. Патриарх. Помню. Ладно, пока нам сюда не нужно. Кулак. Музончик. Вот эта часть, что это такое? Чисто какой-то технический отсек. Тут бухают. Как же тут классно открываются двери. Вообще огромная часть, и ничего тут пока не происходит. Я знаю, что нам наверх. Как раз сюда я и иду. Так. С кем мы тут? That's close enough. Здравствуйте. Stand still. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. На мне куча оружия, они чистые. Хорошие сканеры, ребят. You run Omega? I am Omega. But you need more. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one rule. Don't fuck with Arya. Хороший перевод, мне нравится. I like it. Easy to remember. If you forget, someone will remind you. Я сам тебе напомню. Sorry ass out the nearest airlock. А может и я твою. So, what can I do for you? I'm trying to track down Archangel. You and half of Omega. You want him dead too? Why's everyone after him? He thinks he's fighting on the side of good. There is no good side to Omega. Everything he does pisses someone off. It's catching up to him. I'm putting a team together. He's on my list. Interesting.
You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. That's assuming you can get to him. He's in a bit of trouble right now. Just tell me how to find him. The local merc groups are recruiting anyone with a gun to help them take down Archangel. Sounds like that might be our ticket in. They're using a private room for recruiting. Just over there. I'm sure they'll sign you up. What can you tell me about Archangel? Not as much as I'd like. He showed up here several months ago and started causing all sorts of problems. If you make your own laws, which... Он не меняется просто. Парень не меняется. На Цитадели творил справедливость. И здесь учиняет справедливость. Which merc groups are after Archangel? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll never see them together. Я прям сейчас сижу с улыбкой, потому что здесь столько на самом деле. Do you hate Archangel? I don't have time for hate. Приятного. Distrust them all equally. For now, I'm happy just to let them kill each other. I appreciate the help. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help them. I'm looking for Morden Solis. Do you know where I can find him? The Solarian doctor? Last I heard, he was trying to help plague victims in the quarantine zone. I always liked Morden. He's as likely to heal you as he is to shoot you. How do I get to him? If you really need to find him, take a О, shot. это про меня. И про моего друга, которого сейчас зовут Архангел. One scan and we're straight to business? People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about it. Maybe I'll be here. I hear you're recruiting. Why don't you step inside? You'll get paid when the job's done, just like everyone else. Who's next? You three look like you could do some damage. Looking for a good fight? Sure, if this is the place to go after Archangel. This is the place. Standard fee is 500 credits each. You get paid when the job's done. If you die, your friends don't collect your share. You'll need your own weapons and armor. Looks like you got that covered. And no, this does not make you a member of the Blue Suns, Eclipse, or the Blood Pack. You are a freelancer, period. Any questions? What do we do once we're there? How do we get to Archangel? The mercs will tell you when you get there. Last I heard, they were putting the freelancers into scouting groups. They attack in waves to distract Archangel while we try to get past his defenses. Where's the attack taking place? Archangel's base of operations. He's been hiding right under our noses. I can't tell you exactly where you're going, but we'll get you there. Where do we go? Just head over to the transport depot outside the club. One of our boys will take you from there. Send in the next one. Hey, is this where I sign up? You look a little young to be freelancing as a merc. I'm old enough. I grew up on Omega. I know how to use a gun. So does Archangel. I can handle myself. Besides, I just spent 50 credits on this pistol and I want to use it. If you're sure registration's in here, good luck. You'll need it. Perfect. Thanks. Удачи, дурачок. Сейчас спасать тебя я буду. Так. Да. Так, стоп, это выход. Я еще тут все не смотрел. Вот. Ладно, давайте создадим контент, так и быть, для тех, кто не в курсе.
Вам когда-нибудь наливали в баре инопланетяне на инопланетных станциях голубую жидкость? Че, все, сколько надо выпить-то? Много, наверное. Пей больше, Дзё голосует за больше. Как вам музончик будущего? 2100 там какой-то 80-й год. Что-то я не знаю, вроде можно было напиться, но тут что-то как-то это не работает. Так. Стакана. Если выпивка хорошая, 2 стаканов достаточно. Так, ну-ка. Проверим, что здесь наливают. Визуально то же самое. Ребята ходят за мной такие. Я тут хожу. Опа. Во! Say something, Commander. What's going on here? You ought to be all right. Just take her easy. Looks like you broke the first. Вот где-то было, я хотел показать. Don't order a drink at Afterlife if you're human. I think I'll go give that bartender a taste of his own medicine. He won't be expecting you. That's for sure. Give that Batarian bastard what he deserves. Так. Здесь мы все посмотрели, там мы все посмотрели. А вот тут меня не было. А, недоступно, окей. Мы исчадие ада. Так, это что? Перелет в зону карантина. Это за Мордином. Можно за ним сначала слетать. Но я думаю, завершим дела здесь. Сначала. Понятно. Нормандия. А что же транспортное депо у нас делает? Это у нас как... Вот, блин, смотрите. Который раз подходит он к краю и залипает здесь. Хотя на самом деле сейчас надо было через низ пройти. Я ж к патриарху шел. И к бармену. А я сейчас пошел через верх. Ну, Азари молодец. Вот ради этого стоило сюда зайти. Вот здесь не хватает чуваков на корточках, сидящих с семками. Humans all look the same. Here, have a drink on the house. What do you think these people will do when they find out you're poisoning your customers? Poisoning what now? This has nothing to do with you. Who's next? Turians? You don't like them either, right? Answer the damn question, Forvan. You want a piece of me?
I'll leave your corpse for the fortune. И все. Не сложилось что-то у бармена. Так, ладно. Сюда вот нам нужно. Said he had close family. They'll just want revenge. Kill the family first. Then he'll get angry and come at you stupid. And then you kill him. Привет. I'm the patriarch. Aria's patriarch. What do you want? What do you know about Aria? A few centuries ago, Omega was my rock. When Aria arrived, she had nothing but the clothes on her back. I thought she was another dancer. She killed half my men and convinced the rest that she could run this place better than I did. She came for me here in this bar. Маленькая трагедия большого Крогана. She crushed one of my hearts, shattered half the bones in my body, and left me alive. What made her decide to leave you alive? No, she doesn't destroy what she can use. She said I could have all my old comforts if I served as her advisor. I knew how things worked. I knew who to lean on, who to smack down, who to smile at. And everyone who respected me saw me beaten, broken. They knew that as strong as I'd been, she was stronger. A Krogan as old as you must have some great stories. I killed a lot of people, lived well, and was beaten by a small Asari who keeps me around as an example. My time is done. Anyone I killed is long forgotten. The stories are Aria's now. Why do they call you Patriarch? It's like an Asari matriarch, only male. It was Aria's little joke. After she took me down, she let me live. Kept me around as an advisor and a trophy. I should be going. Так, хорошо. Вот теперь можно идти... А, это что? Подожди, вот это не помню. I heard you were dead. I had a party and everything. No hard feelings, though, huh? No, really. Thanks for taking the time to chase a small-time crook off the Citadel so I could squat in this shithole for years. And if you leave us straight and narrow, I'll be there to follow up. Right, because you don't have Ну да. to save and bigger shit like that. Nothing better to do than keep me down. Goddamn saviors of the galaxy. Messing with a man's living. Старый приятель. Неожиданно, да? Ладно, давайте посмотрим немножко на танцы. Миранда сзади стоит. Спасибо. Вот. Моя любимая здесь. К вам когда-нибудь подходил, когда вы танцевали в клубе, чувак, увешанный броней и снарягой, чтобы потанцевать? Нет? Вот. Видите, как бывает. Так, тут тоже ничего нет. Хорошо. Ходим через рынки. Знаете, я недавно посмотрел такой ролик смешной. Там, значит, кассир спрашивает у человека, подходящего в кинотеатре, вам, говорит, на какой сеанс? На какой вам фильм билет продать? А там парень стоит в костюме Человека-паука. И в этот день там Человека-паука, собственно,
как бы вип-зона. Почему мы не можем пройти вип-зону? А что там? VIP section of the club for those with the right name. Do you want Да я просто гуляю. Check out Afterlife's main floor. You'll like it. Ладно, ладно. Хотя... Нет, рано туда идти в любом случае. Вип-зона, вип-зона. Ой, извините. Заблудился. Так, ну что? Сначала с Мординым решим, наверное, все-таки, пока мы здесь рядом. I told you to get lost, lady. The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. There's a Solarian named Morton Solus in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morton's trying to deal with the plague. I wish him luck, but the area is still locked down. Ага, просто так пройти, видимо, нельзя. Plague or the Blue Suns kill everyone, then go in and clean up. Listen, you're stuck here until this quarantine is over. That could take weeks. What you really need is to get this problem solved right now. That's what I do. Solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. I'll radio ahead, tell them you're coming in. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. У вас нет гранатомета, уважаемая, у них есть. Вот что помогает мне быть таким героическим героем. Гранатомет за спиной. Ну, как вы хотели. Наш гранатомет. Так. Заид. Зачем-то мне нужен Заид. Так, Шепард. О, да. О, да. Кстати, очки-то... А, все разложено. Все, что я хотел разложить. Ну, что мы... И что мы... А, мы не могли пройти между двумя сопартийцами. Хорошо. Я понял. Бывает. Вот и нулевой элемент. Ты мой хороший. Здрасте, пацаны. Как дела? Это лавка какая-то. Начинаем собирать по крохам кредиты, потраченные на станции, чтобы потом их потратить опять на станции. Да зачем ты прижался? Я хотел побежать. Вот я также угорал над этой боевой системой, которая просто здесь залипает за любое укрытие. Но, кстати, вот сравнивая с Deus Ex'ом, который вышел, в принципе, тогда же, да, то есть ты в Deus Ex'е подходишь, нажимаешь прижаться, он прижимается к коробке, там, к какому-нибудь стоечке, но только не только когда нужно. Ой. Я не был готов к бою. Я думал, просто стоим.
Братан. Burning corpses. Must be trying to keep the plague from spreading. Human. Should have guessed. Жертва батарианцев. Bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency to even wait until I die. Хитбоксы чудовищные в этих играх. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your faint pity is the final insult. I need to find Morden Solus. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burn Morden and his clinic to the ground. I hope you... I hope... Damn it. Damn you. Hey, stay with me. This won't cure the plague, but it might help a bit. Я сказал ему пару слов, и он смог встать. Потому что я дал ему пенициллин. It's what I do. I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Сила слова, подкрепленная силой пенициллина, всегда имеет супермощь. But as you said, what have I to lose? What do you wish to know? When I find Morden, I'll tell him about you. If he has a cure, I'll make sure someone gets it to you. Thank you. My time is running short, but at least you have given me a flicker of hope to brighten the darkness. Ну, гранатометом угрожать умирающему, это, знаешь, такое себе. Что он теряет в любом случае? I will risk it if he can reach me. What makes Morden worse than dying from the plague? The Blue Suns. Оружием имеет смысл угрожать людям, которым есть что терять. Stun them with some kind of toxin, then gun them down. He's not just a doctor. Doctors don't execute people. Интересный у нас Морден. Не просто врач. Врачи не казнят людей, не вывешивают их трупы в качестве предупреждения. I need to find Morden Solus. He has a clinic on the far side of the district. He's taking it. I was afraid to go to him before. He is dangerous, but perhaps he can help. I should go. Goodbye, human. Хорошо. Что такое банковский терминал? В смысле? Вот так вот. А как их выбирать? Как их выбирать? Пробелом. Блин. Так, ладно, надо... Я забыл, как это делается. Тут, короче, мышка вообще не нужна. А нужна только... мы выбираем только одно что-то. Все, понял. Больше не можем, да? Что-то я не то выбрал. Надо было что-то другое. Блин. Ну ладно. Интересно, интересно. А какой код? Подождите, мы выбираем любой код? Не тот. Похожий просто. Сверху указано, какой надо? Вот такой надо. Понятно. Все, я понял. А здесь нужен вот такой. Где он? Вот этот. Зеленый. Вот здесь, игрок, твоя подсказка была прям тем, чем нужно. А я что-то сидел, думал, что 3 одинаковые надо найти, поэтому жмакал, думаю, что-то не то, что-то не то.
Так, это что? А, понятно. Это кредиты. Looks like he tried to claw his way out. No one wants to. Просто заперли пацанов. Почему мы достали оружие? Внезапно. Чё каждый раз он достает пистолет, я не понимаю. Автомат в данном случае. Страшные вещи, конечно. Делосу плохо, похоже, а то, что ты не инфицирован, пока я не заразился. Он просто уже беспрерывно кашляет, пока говорит, я не заразился. Даллас умер ночью. Но он продолжает со мной разговаривать. Я рад его слышать. Компания — это всегда хорошо. Плохо быть одному. Какие дела? Да. Не заглянуть, не плюнуть в колодец. Что ж такое? Так, ладно, двинулись. Карты-то нет. Непонятно, зачем нужна эта фигня. Блин, много все. А, вот зачем. А, я все равно их убил. Надо же попробовать новые умения. Ну все. Просто убил пацанов. Ух ты живой! Боец синих светил. Я думал, ты там уже дотлел. Так, надо сходить вниз все-таки. Не просто ж там была эта фиговина. А здесь еще эти у них есть. О, богато, ребят. What's this? Вот и урончик от винтовки.
Ничего не пропустил, там хлам какой-нибудь, видать. Что вот это за путь вниз? А, понятно. Короче, умер он от голода и холода. Понятно. Лестница или туда? Давай посмотрим, что тут по лестнице. Угу. Интересно. Можно было использовать как огневую точку. Но только не в этой игре. Кто такие? Понятно. А могу пристрелить. Да, я человек. Ever since this plague started, the Blue Suns have been out to get us. They're killing as many people as the disease. Why are the Blue Suns hunting you? We didn't do anything. Pretty much every non-human in the district wants us dead. They think we caused the plague. Humans aren't getting sick, and that's all the evidence they need. God knows how many of us they've already killed. They should be looking at the Vorcha, not us. Ever since the plague hit, they've been taking over Blue Sun's territory. I need to find Morden Solus. Oh yeah, him. He's got a clinic on the other side of the district. Heard he's taking in refugees now, trying to help plague victims, offering protection from the Suns and the Vorcha. Sure. A doctor with military-grade mechs helping people for free. On Omega, grow up. Sounds like you don't think much of the doctor in his clinic. The Vorcha tried to muscle in. He gunned them down. Just like that. Pop, pop, pop. Didn't even use his mechs. Then the Blue Suns heard he was sheltering humans and they went to burn down the clinic. He killed them too. Then he went inside and got back to work. He's cold. Must be Solarian Special Forces or something. You can't stay trapped in this apartment. If you get to Morden's, you might at least survive until the quarantine ends. Are you nuts? We'd never make it. The streets are crawling with Blue Suns and Vorcha. We don't even have pistols. Besides, I'm not risking my life on a rumor that some... Pistols тебя точно не спасет. I know you're scared, but your only hope is to get to Morden's clinic. I'm going to be under fire from the Blue Suns and the Vorcha, so I can't take you with me. But I promise you this. I'll do what I can to leave a safe path for you to follow me. It's risky, but I think it's your only chance. Okay, you're right. We'll never make it if we stay here. We have to try. We'll wait here for a while and give you time to clear the way. Then we'll head for Morden's clinic, if we're lucky. Maybe we'll meet you there. Так. Опять залип. У края. Вообще опасно приближаться, смотрю, к каким-то предметам. Там
потому что периодически ты к ним прилипаешь. В классике не было такого, кстати. Дверь. Интересно, интересно. Watch out! Enemy Turian! I got it! Не, до фугасного пистолета, конечно, далеко этой штуки. Firing now. Gotta hurt. Gravity's one beating mother, huh? Плотные ребята. Мне нравится. О, там Кроган. Хоть они не тупые, как в первой части просто. А, кстати, да. Надо же не сохраняет здесь то, что используется только на одном оружии. А вообще, подождите. 5 выстрелов, жалко. Enemy down. Там эта фигня тупорылая ходит. Уже не ходит. The Blue Suns have given up a lot of turf. That doesn't bode well for them. Это все. No funny business once you're in the clinic, unless you want to deal with those mechs. The Blue Suns knew better than to mess with Professor Solus, but the Vorcha, I'm not so sure about them. Роботы, да? Good call. Morton's around here somewhere. Go talk to him. We need all the help we can get. Sorry, too busy to stop and chat. В регистратуре со мной не хотят говорить. Что за фигня? О! Кстати.
This clinic is a sanctuary. If you're looking for trouble, ghost... On our way here, we saw humans looting the apartments of the dead. It made me sick. Morden saved my life. I owe him. Professor, we're running low on supply. Профессор спас твою жизнь. Almost as good. Causes Вот и он. Supplement with butemerol. Senesine is the catalyst. Bonds to genetic. Профессор. Expensive to mass produce. Жаль, не говорит с французским акцентом, но тоже ничего. Inconsistent results. Devastating better option. No. Иридий у него возьмем сразу, нулевой элемент. Professor Morden Solus? Как обычно в поликлинике. Есть такое. Recognize you from area. Too well armed to be refugees. No mercenary uniform. Quarantine still in effect. Here for something else? Vorcha? Crew to clean them out? Unlikely. Vorcha a symptom, not a cause. The plague. Investigating possible use as bioweapon. No. Too many guns, not enough data equipment. Love of God, take a breath. I came here to find you, okay? I'm Commander Shepard. I'm on a critical mission, and I need your help. Mission? What mission? No. Too busy. Clinic understaffed. Plague spreading too fast. Who sent you? It's a covert and privately funded human group. Related to plague. Doesn't affect humans. Human-centric interest. Few human groups would know me. Equipment suggests military origin. Not Alliance standard. Spectres. Not human. Terra firma too unstable. Only one option. Cerberus sent you. Unexpected. You're very well informed. How did a Solarian scientist hear about Cerberus? Crossed paths on occasion. Thought they only worked with humans. Why request Solarian aid? I'm on a mission to shut down the Collectors, and I need your help. Collectors? Interesting. Plague hitting these slums is engineered. Collectors one of few groups with technology to design it. Our goals may be similar. But must stop plague first. Already have a cure. Need to distribute it at Environmental Control Center. Vorcha guarding it. Need to kill them. I'll get in and deal with the Vorcha. What the hell was that? Vorcha have shut down environmental systems. Trying to kill everyone. Need to get power back on before district suffocates. Here, take plague cure. Also, bonus in good faith, weapon from dead Blue Sun's mercs. May come in handy against Vorcha. One more thing. Daniel, one of my assistants, went into Vorcha territory looking for victims. Daniel. Hasn't come back. If I see him, I'll do what I can to help. Thank you. Told him not to go. But he's smart. Bright future. I hope. I found a Batarian plague victim near the entrance to the neighborhood. Can you send someone to help him? Risky. Blue Sun's Vorcha still battling. District not secure. See what I can do. Let's head for the environmental plant. Ручная пушка. Что это? Это что вообще за ручная пушка? Пистолет, наверное, я думаю. Опять залип. Умоляю. Что залипаешь? Так. Просто платиновый барон я. This might be useful. Палладий. И палладиевый барон точно. Так, хорошо. Где эти системы вентиляции могут быть? Здесь. Здесь уже дверь это раньше была закрыта. А ну вот, воздух висит якобы. Типа-ути. Джейкоб, умоляю. Что ты делаешь? Ох. Ладно.
телефончики. This will put them down. Далеко. Ладно. Enemy down. Enemy charging. There we go. Have a nice trip. Он же мертвый. Так. Что тут есть? Ничего, кстати, особенного-то и нет. Давай, игрок, давай. Спасибо, что зашел. Давай, доброй ночи. Так, 100 кредитов. 100 кредитов. Кушать, пообедать. Ну ладно, двинуться дальше. Так, еще 5000 кредитов. Две двери. Опа. Ауто Дэниел. I came here to help you. We know you're spreading the plague virus. We saw the vials in your bag. No, those vials contain the cure. Please, you have to believe me. Maybe we should cut off your fingers. That should loosen your... Look out! Don't move. One more step and we'll kill your friend. I know you're scared of the Vorcha, the plague, but this man isn't to blame. If he was spreading the virus, why would he come into Vorcha territory? They're immune. He's right. It doesn't make any sense. If we release the prisoner, we can go... You have my word on it. Let him go. You got what you wanted, human. Are we free to go? We had a deal. Human nobility. I didn't know such a thing existed. Ты бы не махал-то пистолетиком-то. Thank you. I thought they were gonna kill me. Did Morden send you to find me? The professor could use your help right now. Да, он собирается ставить на тебе опыт, и ему нужен твой мозг на обед. I'll go right away. Thanks О, again. Заракулер. Здорово. Что ты делаешь здесь в такой поздний час? Уложил жену и детей спать и сам сел смотреть стрим твоего любимого стримера? Евгений. Не так приятно. С работы едешь, блин, моя версия была лучше. Просто сразу выстрел. Так, опа, опа. Хотелось бы так, как ты сказал. Ну, что тебе мешает? Покупаешь бутылочку вина, вот, и детям мороженое.
устраиваешь с супругой приятный легкий вечер, потом спроваживаешь ее спать и наслаждаешься, собственно, жизнью. Шучу. Жизнью можно наслаждаться и супругой. Ты подумаешь, что я осуждаю. Просто ракета такая летит. В слоумо. Что эти гранатометчики? Incoming. А можно уже я прицелюсь, пожалуйста. Так, минус труп, то есть в смысле плюс труп. Можно уже отлипнуть. Что, все кончилось? Где-то же есть цель. Или нет? Ну ладно. Супруга спит, ей в 7 на работе уже нужно быть, а так вариант рабочий. А, то есть ты человек опытный уже, окей, я забываю. Что такое? Бум, патрон отстрелили. Идеально просто. Incoming. Flash shield. Here we go. Kogan incoming. It's closing fast. Help that one. Nice trip. Огромная локация, главное, ничего нет, кроме патронов. Это вот один из минусов, собственно, второй игры. То, что в первой это как-то было балансно, очень разбросано, а здесь ты, получается, идешь, всех убиваешь, потом раз, ты, у тебя день хомяка. Вот. Потому что ты нашел помещение, где сразу там 3 какие-то нычки. Control. Блин, какая же замечательная игра Контроль. Как я рад, что я в нее поиграл. Это одна из 2 игр, собственно, ради которых я и начал стримить. Боже мой. Так, здравствуйте. Мы выключать машина, ломать вентилятор, однако. What did the collectors want? Ну это же бедность, Алхав. Понимаешь, это, ну, хорошо, когда это раз, но на протяжении всей там 20-30 часовой игры это прям печальненько, к сожалению. Ладно, так догорит. Хотел подорвать его красиво, но...
Можем ввести лекарства, перезапустить системы. Хорошо. Столько всего много, и вот... О, я так и знал, что они сейчас побегут. Да, много их прибежало, целых 2. Ну ладно, 3, 4. Просто ракета. Макушка такая торчком. Тыц. Как дела? О, хулиган. Чё-то как-то изи совсем. Тут вообще подохнуть реально? Да. Но зачем? Нет, кстати говоря, вот в эту, во вторую Mass Effect уже можно играть на сложном, потому что если в первой там был заспаун, вот, и это раздражало, то здесь противники, ну, спамить будут только в конце и в этих тупорылых однотипных миссиях в стиле «зачисти этот ангар, зачисти этот ангар». Ну и да, это правда, это не шутер ни разу. Это же не шутер. То есть шутер был это вот то, что я проходил Blind Memory, да? Вот это был шутер. Воу-воу-воу-воу-воу. Да встань уже, пожалуйста. К тому же у меня очень мощные пушки. Пушки действительно мощнее, чем... Ну просто я знаю, где достать это оружие, я его достал. Ты знаешь, как в любой игре, ну сначала главное прокачать понимание игры и мозг. И вот ты знаешь, какое оружие мощное, ну и все на этом. Так, let's move. Let's move, так let's move. Так, вот сейчас будет тяжело. Чуть-чуть. Блин, тут в основном сражаешься не с противником, а с управлением, потому что... Боже мой. Ну вы видели сейчас, да? Они еще живы? Здесь никого нет? А, биотики своими умениями всех убили, окей. Воу-воу-воу-воу, парень. Надо прокачать этот выстрел, чтобы его еще шотало. Я же уже играл в Mass Effect. Это я, несмотря на то, что 10 лет прошло, это я 4-й раз прохожу вторую часть, она моя любимая. Здесь я могу что-то подзабыть, но опять же ввиду давности лет, но... Ай. Много брони.
Кстати, где новые фишки за аудиоинформеры? Выходные прошли. Даже не то, что выходные прошли, месяц прошел. Как у меня эта идея возникла. Оформить надо, некогда. Дела. Так, клир, значит, клир. Так, погнали. Надо же работать. Так, вот не надо под пивасный шутер. Одной рукой играешь, другой пивасик похлебываешь. Не, нифига. Это подпивасный геймплей, ты не путай. Подпивасный геймплей и подпивасный шутер. Это разные вещи. Подпивасный геймплей — это ты вроде поиграл, а потом не помнишь ни хера. Вот. Подпивасный шутер — это... Я даже не знаю что. Боже мой. Я не такой, да. Я просто обязан выбрать эту реплику. Есть челики, у которых все подпивасный шутер, подпивасная моба, подпивасное ММО. Ну, просто потому что они вот сидят и хлебают его. На чили, как говорится, играют. А мы сидим, вот историю читаем. Это просто местный доктор-потрошитель. Иди проверь пациентов. И подумай о моих словах. Возглавит клинику. Так, мы остановили мор. Хорошо. Так, уходим. Нас, надеюсь, он сейчас не на Нормандию кинет, а в... Да, на Омегу все-таки. Нет, на Нормандию. Ну как так-то? Мне придется снова высаживаться на Омегу. Unexpected. Elusive man branching out, maybe? Not so human-centric. You're very well informed. Solarian government well-connected espionage experts had top-level clearance once, retired now. Still, hear things. Informed of name only, no knowledge of man behind it. Anti-alien reputation listed as problematic. The collectors have been abducting colonists from the fringes of the terminus systems. No distress signals are sent out. No signs of attack. There's virtually no evidence that anything unusual happened at all. Except that every man, woman, and child is gone. Gas, maybe? No, spreads too slow. Airborne virus. You don't have to sit there and guess. We collected samples from one of the colonies. I'd like you to analyze them and figure out how the collectors did this. Yes, of course. Analyze the samples. Бывает. We're going to need a lab. There is a fully equipped lab on the combat deck, Professor Solis. If you find anything lacking, please place a requisition order. Who's that? Pilot? No. Synthesized voice. Simulated emotional inflections. Could it be? No. Maybe. Have to ask. Нет, профессор Мордин, это прям... This ship is equipped with an artificial... Очень круто. Блин, здесь все персонажи крутые. Проработка персонажей гораздо лучше, чем в первой части. Поэтому это и есть такое офигенное РПГ. Yes, of course. Can't risk being captured like colonists need to identify, neutralize technology, need samples. Which way to the lab? Follow me, Professor. Так, хорошо. Теперь у нас есть исследование. This is the Ftl Communications Room. In addition, this allows lag-free communication. Так, хорошо, хорошо. Operate off the comm grid. Why aren't these used everywhere? Each quantum pair costs nearly as much as a comm relay, and can pass only one quantum bit of data at a time. In addition to the cost and bandwidth issues, the system is strictly point-to-point. To contact 100 different worlds, we would need to manufacture and install 100 entangled pairs, one link to each world. That's all for now. Logging you out, Shepard. Так. Мне нужны исследования. Значит, оружие начинаем. Сначала урон штурмовой винтовки. Да. Иридий. Хорошо. Так.
В смысле? А, иридий нужно. Все, назад. То есть улучшение есть, а улучшить его нечем. Прототипы. Боеприпасы. Броня. Это мне не подойдет. 10% к эффективности переговоров. Это мне даже не нужно. Да. Макаров сколько дает к эффективности переговоров? Ну, смотря в каких случаях. В некоторых он даже дает к отрицательным эффективности переговоров. Так. Ну, собственно, и все. Улучшение. Это те, которые есть. Отлично. Все прекрасно. Так. Стоп, а это что? Техническая лаборатория. Можно поговорить здесь с добрым доктором. Посмотреть на ядро. Полежать. Лучше поговорить с добрым доктором. Хочу поговорить о вас. Plague on Omega dealt with. Plenty of time to analyze collector intelligence. Impressive laboratory setup. Missed working for operations with a budget. AI in particular. Very... Хотя Макаров на самом деле очень интересное оружие. Is your assistant Daniel settling in all right? Quite well. Safe and secure. Neighborhood mostly quiet with plague gone. Left him the security max. Ну, наверное, любое оружие добавляет уверенности тем, что оно боевое. Never used them in STG. It must have been frustrating working on Omega with such a limited facility. No, loved it. Limited facility presents challenge. Save greatest number of people using limited resources. Security threats, gangs, mercenary groups. А при стрельбе в упор там просто чудовищное что-то. Couldn't have asked for more. Also, Ну вот именно то, что простая конструкция, надежная. Я говорю тем, что оно боевое оружие, действительно. retirement after Ты, STG work. ну, стрелял когда-нибудь из Макарова вообще? Как бы. Там это же гаубица настоящая. Tell me more about Respected organization. Вообще неинтересно. Council specters based on special tasks. Травматы, это несколько не то. Similar in what way? Solarians lack numbers, brute strength, military prowess, have to rely upon stealth, intelligence. Agents trusted, given wide operative freedom. Spectres similar, given goal, told to accomplish. Better, funded, of course. Didn't have to buy our own weapons. You said you were in the Special Tasks Group. What kind of research were you doing? На постоянке? Simply Окей. research. Several recon missions, covert, high risk, served under young captain named Kirihi. Studied Krogan genophage, took water, tissue samples from Krogan colonies. I worked with an STG captain named Kirihi. His team helped me destroy Saren's cloning facility on Verba. Ну вот как раз Кирахи. Heard he was part of that. Jury-rigged explosive. Always got job done with limited resources. Good captain. Bit of a cloaca, though. Loved his speeches. Whole Которых мы спасли. Personally prefer to get job done and go home. Probably military bravado, jargon, chest pounding. No offense. Ладно. Так. Зал совещаний.
Шкафчик для оружия. Так. Commander, you've received a new message at your private terminal. Что моя хорошая. Что тут у нас? Договор есть. Вот она, Касуми. Вот как раз оно то, что с лицом. Если будете стараться поддерживать хорошее настроение, наши шрамы заживут сами собой. В противном случае мы применим хирургические методы. Тоже прочитано. Ладно. Усовершенствование медотсека. Что? Надо усовершенствовать. Стоп. Да что ж тебя заносит-то? That's all for now. Logging you. Прототипы же, да? Нет. Здесь. Модификации корабля. Не могу. Платины нужно 50 тысяч. Собственно, то, что можно изучить, кроме того, что мне вот это не нужно совершенно. No messages for you, Commander. Из боевых стрелял, разницы никакой, отдачи на травмате повыше будет. Я бы не... Ну, я не знаю, я, конечно, из травмата Макарова не стрелял. Ну, что-то как-то очень странное заявление. Допускаю, что они что-нибудь могли там устроить интересное, но... Как-то это прям... Так, броня. Ладно, побегаем без шлема. Надо высадиться на Омегу. Так, давайте сделаем паузу. Минуты 3-4. Хочу сделать себе чаечку свежего. Выбежим отсюда. Тут потусим.
Так. О, пошли уже тонкости обсуждения оружия. Нормально. Стыковка. Второй раз, главное, когда мы успели отстыковаться, я не собирался. Тоже прям нарисовали станцию такую, станцию. Главное, у нее можно выбрать внешний вид, да? Нужно 3. Можем выстрел прокачать. Так, здесь есть 3. Но нам нужно 2. Judging by the quarantine reports, the plague has been completely eradicated, Shepard. Dr. Solis's assistant has been helping any patients with complications. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlight that may have information on him. Так, вот этот парень, очевидно, да. I'm on the mission. I hope you're ready. Archangel's been annihilating you freelancers. О, Алхав, ты член стрелкового клуба? Неплохо. Ready when you are. Get in. Это хорошо. Хорошо, что такие вещи у нас еще опять подтвердить. Ё-моё. Еще есть. А, это не у нас, ты же в Германии, точно. You bet. I'm ready to go. Is he with you? А вот этот паренек. I'm on my own. I don't need any help. Just tell me where to go. Right. Just head through there. I'm sure you'll find your way. I'm on it. Давай, иди. Иди. They tell you what we're up against? The recruiter was a little vague. We wouldn't get many hires if everyone knew the truth. Archangel's holed up in a building at the end of the boulevard over there. He's got superior position, and the only way in... Я же ему еще оружие-то не выбил из руки там. Не дал по щам. Не толкнул вдохновленную речь. You guys have a plan? A small team is waiting to infiltrate his hideout, but we need... Архангел устал и делает ошибки. Ничего. Where we come in? Exactly. You'll be on a distraction team. Head straight over the bridge and... Сейчас. busy, so the infiltration... Сейчас мы перейдем мост и всем поможем. Pretty much. But you look like you can handle it. Head up to the boulevard and get to the third barricade. Talk to Sergeant Katka. He'll tell you when to go in. What do you know about Archangel? I'm the wrong guy to ask. I'd tear up the other merc bosses, but don't be surprised. Бесполезно. Короче, пустые разговоры. Let's worry about finding him first. Поговорить с сержантом Кавкой. Кавкой. Ну ладно. Shepard, I've scanned the area, but I am unable to plot any other paths to Archangel. Guess we're going with the mercs. Кто из вас тут Кавка? Ты? Ты ничего такая, Кавка. Ну где-то, наверное, там. На третьей баррикаде. Пули свистят. Esthefert, do you need something? Кто ты? You figure that out by yourself? I'm Jareth. I run Omega's Eclipse.
What do you need, freelancer? What do you know about Archangel? His life expectancy is shortening quickly. Is that it? Nobody seems to know anything about him. Look around, you'll learn what you need to know. He's smart, he's resourceful, and he's dangerous. But we've got him cornered. He won't be making fools of us much longer. Can I assist you further? Where did he come from? Even his team didn't know that. Maybe we'll know more once we have his body. Of course, it really won't matter then. Good idea. И опять, вот он зависает в воздухе, стоит. Вы замечаете, наверное, как моделька такая на несколько микросекунд. Такая раскорячивается. Не знаю, что-то, либо, может быть, я, конечно, за давностью лет не помню уже, потому что после второго Mass Effect поиграл достаточно много игр, но кажется, что в классике не было такой проблемы. Вот, хотя, например, с препятствиями, да, он ведет себя именно точно так же, как и там. То есть, когда я проходил Deus Ex первую, да, человеческая революция, то рофлил даже на эту тему. Тут что? О, неплохо тут стоит. Где она? Время заканчивается, алло, вот же она. Третья. Пока вторую нашел, все время ушло. 4000 кредитов. Так, нулевой элемент. Глок — это суперская штука. Параметры прицеливания Так. Поменял. То, что робот вылезет и нанесет ударом в спину. Даже не один робот. Хорошо. Эх, мы диверсанты-то мамкины. Переопределил он параметры прицеливания. Это же тут Шепард. Так. You're in the wrong place, freelancer. You the blood pack leader? Dame, I'm stuck here waiting till you freelancers are done playing war. Ask your questions and go. Damn Tarek one. Ла-ла-ла. Wait until the Eclipse send their map. Ла-ла-ла. Everywhere on Omega. But I'll be the one to take him out today. You watch. I'm the only... Короче, все с тобой понятно. Вот здесь они плохо сделали, прям действительно плохо. Опа. Как он его подснял? Ты не сержант, нет? Где ты, давай? Еще 6000 кредитов. Спокойненько. This might be useful. Пулемет. Еще 4000. Сколько же денег сыпет? Куда столько денег-то девать? Во что?
100 тысяч дали на старт. Я первую игру начинал, у меня 1900 была. Я не знал, как деньги набрать. Ничего, правда, не покупал. Но здесь наоборот, конечно, механика другая. Вот опять залип. Каждый раз, когда встречается какой-то объект, здесь тебя может убить только вот это. Когда ты залипаешь вот в этой бодяге. I'm looking for Sergeant Kafka. You and me both, pal. He's over there working on the gunship. We go over the bridge when he gives the word. Go talk to him if you want, but I'm in no hurry. Good luck. Давай, давай. Чё там? Не видать ничего. Ну ладно. А, нет, видать. Но я не могу прицелиться. Так. Хорошо, они прям подошли-то к делу. Так, стоп. Это мы здесь были. Карты-то нет, да. Здесь же тоже нет карты? Ну да, точно. Так, это что? You want freelancer? 100 кредитов. I don't want excuses. Tell Kafka, get this freelancer out of here. I don't have time for this shit. I just have a few questions about the operation. Over here. The next wave's going soon. Shouldn't you be outside getting ready? Why is he so pissed off? He's not a big fan of you freelancers. Doesn't trust people he doesn't know. Никто не любит фрилансеров. What do you want to know? Да ничего. Хотя, почему What do нет? the Blue Suns do on Omega? Что делают синие светила? Groups and factions here. Goods? Weapons, mechs, machinery, you name it, we can get it. We also broker deals between factions. You wouldn't know it to look at him now, but Tarek can be quite a negotiator. Знаешь, где меня больше всего выбесила проблема с хитбоксами? Это в Секиро. We worry that every job is a trap now. Does he know where this meeting is? Will this shipment suddenly disappear? How many men will we lose this time? И была еще одна игрушка. Ее там называют типа Dark Souls с пушками. У нас же как все любят. Если в игре есть точки сохранения, сильный удар, слабый удар, вот механика уворота и парирования, то это Souls-like надо называть. We better get going. Ну, это типа, как, знаете, если в книге есть буквы, то это может быть азбука, а может быть и Ветхий Завет. Ну, почему нет? Секиро? Ты видел вообще... Как бы ладно, ты сам играл в Секиро, видеть это одно. А вот когда тебе чел замахивается в одном месте, и удар приходится в одном месте, а тебе прилетает хрен знает сколько хп, ты ее прошел. И у тебя не хочешь сказать, что не было такой проблемы? Не знаю, я играл на PS, я его просто обутюкался весь. Ты увернулся, урон прилетел. Вот в Dark Souls такой проблемы не было. Ты просто делаешь уворот, и вот ты увернулся. Проходил на ПК. Только с макакой. Что за макака? Что? I not understand. Тьфу ты. Kafka? Sergeant Kafka. Батарианец очередной. А верхние глазки у тебя как? Куда смотрят? Как ты влез в этот шлем? Sulky. You met him when you were dropped off. He radioed to say you were coming. You three kind of stand out from most of the other freelancers. Anyway, the infiltration team is about to give us a signal. Archangel won't know what hit him. Got any questions?
This may be your last chance. Что ты нам расскажешь? Are you gonna give us cover with the gunship? Вот эта пауза сейчас была просто чудовищная. А, он затягивался, наверное. That bastard Archangel gave her a beating last time she was out there. And a few more tweaks, she'll be as good as new. Why are you coordinating the attack and fixing gunships? I'm in the infiltration group. Our team coordinates with the gunship. I'm staying. Надо сломать летуна. По-любому. Make sure the gunship's ready to go. Роботов мы перепрограммировали. So the bridge is the only way in? Until the gunship's working again or the blasters finish with the tunnels. Look, we got a plan. We don't need you trying to come up with any great ideas. Он уже Just do your damn job. Collect your credits and go home. How will the infiltration We've got two options. They trap him in close quarters and finish the bastard off face to face. If that doesn't work, they have explosives. They'll just need time to set up. Are you leading the assault? Так просто дым отмахнул в сторону, и он растворился. Боже. I just plan the attacks and fix the damn gunship. You freelancers get the privilege of... Target is in sight. Where a go? Check. Bravo team, go, go, go! Archangel's got quite a surprise waiting for him. But that means no more waiting for me. Gotta get her back to 100% before Tarek decides he needs her again. You're working too hard. Бывает. Что ж. Doesn't look like Archangel's got much time. Well, let's not wait around too long. С пистолетиком. В кого он стреляет? Оба! Все, отъехал парняга. Come on, we'll give these guys a surprise of our own. Over here! Kill them! Shoot with Archangel! Плюс 5 отступника просто. Так, вижу. Ну вот ради чего мы здесь. Привет, дружище. Shepard. I thought you were dead. Garrus, what are you doing here? Just keeping my skills sharp. A little target practice. You okay? Been better, but it sure is good to see a friendly face. Killing mercs is hard work, especially on my own. What are you doing out here on Omega? I got fed up with all the bureaucratic crap on the Citadel. Figured I could do more good on my own. At least it's not hard to find criminals here. All I have to do is point my gun and shoot. How'd you manage to piss off every major merc organization in the Terminus systems? It wasn't easy. I really had to work at it. I am amazed that they teamed up to fight me. They must really hate me. Since when did you start calling yourself Archangel? It's just a name the locals gave me for all my good deeds. I don't mind it, but please, it's just Garrus to you.
You nailed me good a couple of times, by the way. Concussive rounds only, no harm done. Didn't want the mercs getting suspicious. Uh-huh. If I wanted to do more than take your shields down, I'd have done it. Besides, you were taking your sweet time. I needed to get you moving. Давай, хулиган, давай. Хорошего вечера. You nailed me good a couple of times, by the way. В смысле ты? Concussive rounds only, no harm done. Didn't want the mercs getting suspicious. Uh-huh. If I wanted to do more than take your shields down, I'd have done it. Besides, you were taking your sweet time. I needed to get you moving. Well, we got here. But I don't think getting out will be as easy. No, it won't. That bridge has saved my life, funneling all those witless idiots into scope. But it works both ways. They'll slaughter us if we try to get out that way. So we just sit here and wait for them to take us out? It's not all that bad. This place has held them off so far. And with 3 of you, I suggest we hold this location, wait for a crack in their defenses, take our chances. It's not a perfect plan, but it's a plan. How'd you let yourself get into this position? My feelings got in the way of my better judgment. It's a long story. I'll make you a deal. You get me out of here alive, and I'll tell you the whole damn thing. If we fight as a team, we'll hold them off. You're right. Their numbers won't help them in here anyway. Let's see what they're up to. Looks like they know their infiltration team failed. Take a look. Scouts. Eclipse, I think. That looks like a lot more than scouts. Indeed. We better get ready. I'll stay up here. I can do a lot of damage from this vantage point. You can do what you do best. Just like old times, Shepard. Let's give these bastards everything they've got. А я не попал, кстати, в этого. На этого даже стрелять не надо. Ну, а этого снял. О, градотобётчик. Патроны кончаются. Надо прекратить баловаться. Все, патронов нет. И вот сейчас начинается самое веселое, ребят. Вау! Обожаю эту пушку. Винтовка-то не та. Подобрал защитника, называется. Ну ладно. И что, и все? А, нет, не все. Просто идеально. Там не умер сам от выстрела от своего.
все. Пом. Want something done properly. All right, let's see how you handle this, Archangel. А, это роботов наших сбросили, которых я перепрограммировал. Ну давай. В смысле? А, проблема решится сама собой. Надо посмотреть на это. Вот. Смотрите. Робот там зажигает. Это мой робот. Просто идеально. Ну, ребята, удают, конечно. И все, взорвали моего робота. Чисто в тире просто. Промах. Ладно, кто-то из ребят попал. Гарус, наверное, там столько патронов внизу. Убейте его уже. Минус босс. Так. Пойду с пистолетом. Так. Винтовка не та. Винтовка не та. You're kicking ass, Shepard. They barely touched me. And we got Jareth in the process. I've been hunting that little bastard for months. Why were you after him? He's been shipping tainted Ezo all over Citadel space. Half the goods I seized back at CSEC came from his team here on Omega. I took out a big shipment a while back and killed his top lieutenant in the process. Not surprised he decided to work with the other mercs after that. We've still got Bloodpack and Blue Suns left. Think we can make a break? Так, с одной бандой мы покончили, осталось две. Учитывая, что второй мы лишили летуна. Heavily, but they're not coming over the bridge yet. What are they waiting for? What the hell was that? Damn it. They breached the lower level. Well, they had to use their brains eventually. You'd better get down there, Shepard. I'll keep the bridge clear. We're on our way. Go down a level. The basement door is on the west side of the main room behind the stairs. I'll radio directions if you need help, but you've got to get down there quick. Good luck. Так. Где тут, как тут вниз спуститься? This should come in handy. Где этот уровень-то нижний? Это мост. Где нижний уровень, я не понимаю. Опять ко всему просто прижался. К чему только можно прижаться. Вот это? Получается у нас нижний уровень. Ой, оружейный шкафчик. Какая прелесть. Это то, что нужно. Потому что у меня стоит не та винтовка. Пистолет тот.
Так. Хорошо, пошли дальше. Get to the console and close that shutter before they can get through. Commencing shutdown. А, и вот они такие побежали, побежали. There's 2 more shutters. Get them closed fast. They're hitting me hard up here. There we go! Gotta hurt! Target down! Find the large shutters and seal them. Coming our way! Here they come. There's not too many yet. Commencing shutdown. Just 1 more shutter. Hurry. Come on over! They're making another push. I'm taking some fire, but I'm okay so far. Просто было неожиданно сейчас. Из огнемета зажарили намертво жизненные показатели Гаруса. I'm going to need some help soon. They're getting more aggressive. Commencing shutdown. Так, есть. Get back here, Shepard. They're coming in through the doors. О, какие ребятки. А, это вторые как раз. Бум. Watch my back. I'll deal with Archangel. They've seen us. There we Get go! ready for close combat. Enemy charging.
Еще есть кто-то живой? Tough bastards, but I've seen worse. And we took out Garm and his blood pack. This day just... Так, остались последние, у которых нет You fought with him before? больше леталки. Caught him alone, none of his gang to help him. Still couldn't take him out. I've never seen a Krogan regen that fast. He's a freak of nature. He just kept at it until his Vorcha showed up. It was close, but I had to let him go. Not this time. Only the Blue Suns are left. I say we take our chances and fight our way out. I think you're right. Tarek's got the toughest group, but nothing we haven't faced before. Besides, he won't be expecting us to meet him head on. Look out! Они... В смысле? Я же его сломал. They fixed it, but not completely. I made sure of that. Taking fire. Со стороны солнца заходит умело. Воу-воу-воу. Догорел парень. Просто сгорел на работе. На. Почему я не могу стрелять? А могу. Воу-воу-воу, а ты хорош. Свободен. Да вот так. We're getting you out of here, Garrus. Just hold on. Radio Joker, make sure they're ready for us. We better hurry. He looks bad. Commander, we've done what we could for Garrus, but he took a bad hit. The doc's corrected with surgical procedures and some cybernetics. Best we can tell, he'll have full functionality, but... Shepard? Tough son of a bitch. Didn't think he'd be up yet. Nobody would give me a mirror. How bad is it? Hell, Garrus, you were always ugly. Slap some face paint on there, and no one will even notice.
Но почему он ходит в покоцанном таком доспехе, это вопрос. Гарус — один из крутейших персонажей Mass Effect. Но очень проработанный, мне это нравится. То есть, прям честь и совесть отряда всегда. Да, я не убил тебя на Омеге, поэтому позову с собой в пекло. I'm fit for duty whenever you need me, Shepard. I'll settle in and see what I can do with the forward batteries. What's this area of the ship? This allows lag-free communication even when you logging you out. Ничего нового, впрочем. Так, нет. Ну, палладе это у нас, конечно, не прибавилось. Технических умений. Это пока не нужно. Пистолет-пулемет тоже нет. У нас нет пистолета-пулемет ни у кого в команде. Все с палачами бегают чисто. Commander, you've received a new message at your private terminal. Так, мы еще с Омегой не закончили. Опа, Атомик, привет! Ты прям со смены на корабль. Чё, как дела? Ты там прошел уже вторую Mass Effect, но за это время, пока стримов не было, или как? Зябко. У меня, представляешь, снег фигачит. 3-й день. Там сугробы такие. Сегодня ездил в город. Вот так вот прогуляться по улицам славного центра. Ну, я городом центр всегда называю, потому что живу в спальном районе. Вот. И там такой снег идет на улице. Просто, знаете, вот чисто как в этих самых в фильмах голливудских, где показывают вот это снег, там Рождество. Прям. Ты заново первую переходишь, в смысле? Зачем? Хочешь посмотреть, найти отличия? Кстати, крутая мысль. Потом напиши обязательно, что найдешь. Повышаем урон. А, не могу, их 2. Патроны мне не нужны. Так. Мне нужно следующего уровня ждать. Так, погнали. Омега, 3-й визит. Searches for reports on Archangel. The various mercenary groups appear to believe that he is dead. Ох, у тебя +6 и пасмурно уже недели 2 подряд. У нас вообще очень чудовищные здесь перепады температур, как отмечают люди знакомые. Так. Ну-ка. What do you need? This data pad was on one of the mercs that was after Archangel. They were coming for you next. Let me see. Interesting. Would someone like to tell me how this information slipped the net? Поскоро до -20, а потом на плюс пойдет. Так, такое же обещают.
Там среднесуточные перепады в 10 градусов. Так. Thanks. Maybe I'll come back later. You do that. Полученный опыт. Хорошо. С планеты, значит, нельзя. Хорошо. Так, ну что, здесь все. Получается, с Омегой мы на время закончили, но, по-моему, мы сюда еще вернемся. А ты что такое? Don't you have something better to do than pick fights with people you don't know? No, just the ones who get in my face. You see my gun. Do you really want to do this? Fine. You're off the hook. For now. See you around. Круто. А здесь же тоже раньше было небольшие перепады температур, то есть как бы среднерусская равнина, да? И считалось, климат у нас умеренный, но изменение климата, как говорится, безжалостно. И потому... Так, что у нас? Здесь с Омегой все. Возвращаемся на Нормандию. Моя малышечка. Моя Нормандия стоит. Какая прелесть. Да, раньше все было плавно, температура постепенно. А здесь утром просыпаешься плюс 2, где-нибудь там, да, плюс 1. Вот. Ночью минус 20, а следующий день минус 25 и ветер. Нормально. Так, мне нужно... Мне нужно на 2-й уровень. Сюда. Так. По-моему, здесь. Медлаборатория. How may I help you, Commander? I have a present for you, Doc. Sarah's ice brandy? You didn't. Thank you. I always regretted not opening that original bottle when I still could. I won't make the same mistake again. Why don't we open this bottle? Что может быть лучше? Посидеть You crack open the bottle. I'll get the glasses. со старым боевым товарищем, с которым вместе стреляли, летали. Это прям чисто мой бухгалтер на работе. Oh, Jenkins. Soldiers like him make the Alliance great. Cerberus lacks the same enthusiasm. With your service record, you could have gotten a tour of duty on any Alliance ship. Why'd you really leave? Maybe it's less about leaving and more about staying. As a military doctor, I mostly treat people who are in bad shape. Often they die. And if I can help them, they move on. Either way, they leave. Don't you have any friends or family? No, not lacking friendship. Just stability. Joko will always have Vrolic syndrome. He would never admit it, but he needs my help, and he always will. I wish it weren't, but sadly it's... Это мы уже с ней разговаривали, на самом деле. To Jenkins, to Presley, and to Alenko. May they never be forgotten. Access to the AI core is restricted. Представляете? Доступ закрыли мне в реактор. На моем корабле. Так. Где тут у нас, ладно.
Туалет нам точно пока не надо. Нам нужно вниз. Инженерную палубу. Пресли погиб, да. Пресли даже как-то даже жалко Пресли. You're the best, Commander. We just got those FBA couplings installed. Now we only have to calibrate every week instead of every day. We're thinking about celebrating our newfound free time with some Skillian 5 poker. От тебя пахнет бренди, так что никаких реакторов. Да я ж не собираюсь его разбирать. Не, ребят, давайте не будем путать работу, да, и, собственно, игры. Как бы играйте сами. В конце концов, я тут командир, а не в баню с вами хожу. Так, боевой инфоцентр. No messages for you, Commander. У нас нет сообщений. Что у нас? В смысле? У нас есть журнал. Заид. Преступница, вождь, совет. Можно заодно слетать на цитадель. Что у нас с топливом? Топливо на максимал. Значит, здесь. Слетаем на Нормандию. Нужны ресурсы, корабль апгрейдить. Не то чтобы их тут прям так много, но Палладий оказался прям с иридием необходим. А, кстати, я бы сейчас не отказался от бренди. На самом деле, я даже не помню, когда я последний раз выпивал какие-то крепкие спиртные напитки. На Новый год так пару пива. Но за то количество еды, которое было съедено, оно не почувствовалось. Что вверху? Вот она где. Бренди 07 год. Да, вот это сейчас хорошо было. Так. 10 зондов подстрелял. Где максимальная? Прям рядом. Так. Мелочи, за которыми даже нагибаться не стоит. Здесь большая. Напиток культовый. А вот по крепким похожусь раз в полгода. А я вообще даже не помню, когда я что-то крепкое пил. Я даже вспомнить не могу, сколько это было лет назад. Достаточно давно.
Я вообще не любитель как бы упивать вот там пиво, киношечка, какая-нибудь там что-то. Вот это я могу, а так это не мое. Вот. Так, все. Вот теперь уходим отсюда. Планету мы опустошили. На 20%. Блин, у меня эти-то сканеры заканчиваются. Как бы-то. Тут еще планет полно. Ты пока молодой. Это хорошо. Крупные запасы. О, нулевой элемент нашел. Офигеть просто. Тут нулевой элемент, надо все выбирать. Вот это, все зонды потрачу, короче, на эту планету, потом сюда вернусь, если что. Потому что нулевой элемент надо забрать весь. Это какая-то мега редкость прям. О, где пик? Так, ну это тоже хорошо. Столько-то палладия. Так, теперь нулевой элемент где-то был здесь рядом. Как же неудобно возюкать здесь мышку. Ладно. Это тоже можно забрать. Вот он, где нулевой элемент. Надо на ферму сходить, с интернетом пошаманить. А то за дверь вышел и стрим смотреть невозможно. Подгружает дольше, чем... Ну да. Со стримами. Дело такое. В этом плане, конечно, удобней YouTube. То есть там большая буферная зона. А запасы еще крупные. Четыре зонда. Что за планета просто? О боже. Как вот это можно не забрать? Столько ресурсов. Ну, везде есть свои плюсы. Мне нравится то, что на Твиче есть правила. То есть, когда меня спрашивают, почему ты не стримишь на Ютубе, есть простой ответ. Ну, как бы, стримить на Ютубе, где нет правил никаких. Потому что то, что есть на Ютубе, ну, правилами назвать прям как-то проблематично. Вот. Может любой. А ты попробуй по правилам постримить. Держа себя в руках, там, не хуесосить мамок. Ну, и прочее все. У нас же как, модно быть журналистом, да, и задавать какие-то вот эти вопросы. То есть, когда ты подходишь к кому-то и задаешь им вопрос, а вы уверены, что ваша мама там не женщина легкого поведения, то нормальный человек даст тебе в твое личико, да, и в таких случаях принято орать, что вот на свободу слова напали. То есть это достаточно просто себя так вести. А когда ты можешь соблюдать правила, это тяжелее. А у меня зондов-то нет.
придется возвращаться. Я все зонды просто расстрелял. Ну ладно, я еще и эту планету не полностью. Айнгана. Так. Патала. Омега. Звездные системы. Все нажитое чисто потратил на зонды. Ну ладно, на самом деле я 70 этих купил. Anomaly detected. Launching probe. Launching probe. Scans have found something. Генуя уже. Хороший выбор. Я себя не смотрю, но вообще, как бы, есть один стример, которого я могу послушать, когда, допустим, я что-то раньше, сейчас этого практически нет, раньше я просто играл в БДО, и он стримил БДО, Black Desert. То есть, когда вы играете в один проект, как-то что-то новое можно узнать, что-то это. И я зачастую, когда там фармил ночами, да, перед сном, ты поработал, потом смотришь время, там 5 утра, взял стрим, запустил записи. Собственно, вот, ребят, наша Нормандия старая. Жетоны. Вот, место крушения. Не знаю. Такой момент, прям снег идет, да? Тяжелый, конечно, момент, на самом деле. С воспоминаниями. То есть ты проходишь по кораблю. Тут. Большую локацию нарисовали. Задание типа где-то там. Нулевой элемент еще подобрали. Да. Но она же упала на планету. Корабль-то очень большой.
Она ж не вся сгорела, когда падала-то, да? Вот видишь, содержимое отсеков грузовых. А, кучно упало. Ну да, кучно, согласен. Ну, могло такое произойти. Это пресс, это штурман, да? Это его, это запись. То есть вот этот момент, да? Его паранойя насчет пришельцев. Да. Жетоны. 7 из 20. Интересно, найду все жетоны? Они, в принципе, подсвечиваются, но четко пока мало нашел. Залезть нельзя. Ну, не без этого. Но все равно как-то вместе служили. Вместе летали. Гетов бомбили. Так, половина жетонов найдена. Вижу 11-й. Спуститься вниз нельзя, да? И здесь тоже нельзя. Хорошо. Помню, что видел здесь жетон. Где еще 6 жетонов? Ну, перебраться-то нельзя, да? Хорошо. Можно все-таки, окей. То есть жетоны могут быть в коробках, да. Или он просто лежал, может, там за коробкой. Ну, скорее всего, в коробках они. Значит, надо вернуться и прострелять остальные. Он еще один жетон. И он еще один. Так, 4 жетона осталось.
А небо звездное такое. Спрыгнуть нельзя, к сожалению. Маша, ты еще не спишь? У тебя же в Багдаде полночь уже. Арабская ночь. Или как башкирская ночь. Да вот оповещение пришло, что ведете трансляцию. В смысле? Ты же уже приходила. Я не перезапускал стрим. Мы 5 часов стримим подряд. И сейчас вот мы закончим уже. О, Хаунд, умоляю. Вы что, ребят, все тут делаете? Спать пора. Так, 20 из 20. Ну все, смотрели. Памятник установили. Можно улетать. Тебе тоже пришла? Только пришла оповещалка? В смысле? Серьезно? Да, было 5 минут назад. В смысле? Трансляция 5 часов уже идет. Так бывает? Я даже не знал такого. 5 часов назад ты спал. Но 5 часов назад мы начали стрим. Уже вот 5 часов 11 минут. Я не останавливал трансляцию. Может быть, это какие-то глюки? Дайте я даже проверю. Да нет. Все хорошо. Обрывов не было, потери пакетов не было, пропуска кадров вообще 0 абсолютно. Всего за счет рендеринга 12 кадров потеряно. Чего вы меня пугаете? Если стрим долго идет, то Twitch может посылать повторки. Хаунд. Ты вот где ты был? Ты хоть научишь меня стримить, а то я, видишь, 4 месяца стримлю уже. Я новое узнал на 4-й месяц. Ну а мы уже... Я уже заканчиваю. Новое сообщение. Что за новое сообщение? Сейчас позаботьтесь о Гарусе. Мой муж служил в отряде Гаруса. Я не знаю, рассказывал ли вам Гарус о том, что случилось с ним, и сама не знаю подробностей. Мне известно лишь, что муж умер в ловушке, подстроенной какими-то ублюдками из банды. Я знаю, что Гарус винит в этом себя. Он считает своей личной оплошностью каждый выстрел по его отряду, и когда он послал мне письмо, в котором говорилось о смерти мужа, было ясно, что он винил в ней себя. Мой муж ни за что бы этого не хотел. Он гордился службой в отряде Гаруса. Он отвоевал Омегу у бандитов. Он погиб с честью в бою. Я скучаю по нему. Господи. Я бы все отдала, лишь бы вернуть мужа. Но вины Гаруса в том, что случилось, нет. Теперь вы его командир. Прошу вас, если можете, помогите ему избавиться от чувства вины. И, пожалуйста, не говорите Гарусу о моем письме. Спасибо. Вот так вот. Так, место крушения Нормандии есть. Данные есть. Такие дела. А еще, если на телефоне отключить Twitch, а потом включить, то все, на кого ты подписан, присылают оповещалки на текущие стримы. О боже, как сложно. Но и при запуске телефона тоже такая фишка. Понятно. Так, ладно, сохраняемся.
Ну, в принципе, начало мы положили. Вот. Поэтому... Всем, ребята, давайте до четверга. Продолжим уже там. Всем хорошего вечера. И до связи. Пока-пока.